Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы. Один из таких стримов вы сейчас можете наблюдать, но этот долгим не будет, потому что я просто расскажу о своей корзине, без всяких там ссылок в описании и т.д. и т.п. Ну, единственные ссылки, понятно, будут на мой кэшбэк и на что еще? Ну, на конкурсы, что как и какие у меня есть мои конкретно ВК, Facebook, сообщества и тому подобное на данном канале. А основное на данном стриме будет это розыгрыш конкретно i9000, i20000 ТВС, двух Mi Band 4, которые я уже задолжал своим подписчикам. И первые полчаса я с вами благополучно смогу обсудить, что у меня в корзине на Алиэкспрессе на будущие распродажи. Потому что распродажи скоро кончатся, и я думаю, вам может быть интересно, что у блогера может быть в корзине. Тем более у блогера маленького, которому придется все это дело самому покупать. В принципе, это и хорошо. Иначе бы пришлось выбирать из того, что дают, а не из того, что бы я хотел купить. Поэтому сейчас соберемся хотя бы в районе 100 человек. И через 30 минут, напоминаю, разыграем эти две пары наушников ТВС, которые я не советую покупать, обзоры на которые были на канале. А потом что? А потом все. Я думаю, за час мы справимся, потому что 3,5 часа сегодня мы стримили и обсуждали OnePlus T. Плюс еще, конечно же, отвечу на вопросы. У кого-то с утра времени не было. А до следующего воскресенья еще много времени пройдет. Может быть, на 29 число еще какой-нибудь стрим забахаю, если, опять же, вы попросите, если будет нужно. Лагает картинка. Окей, должна перестать лагать. Напишите, пожалуйста, что закончится лагание или нет. Море, привет. Всем здорово. Влад, привет. OnePlus 7T Pro был на прошлом стриме, 3,5 часа. За 3,5 часа мы разрядили его батарею, показали, что он может. И сейчас у меня исключительно, вот, отлично, норм картинка, я очень рад. Исключительно миссия в том, чтобы разыграть две пары наушников и два Mi Band 4. Плюс рассказать, что именно я планирую купить на обзор, при том, что то, что здесь лежит, это лежит из разряда, что не стоит покупать, либо что стоит покупать, по моему мнению. Всякие ручки по 200 рублей, типа вот как я Каро покупал, на одной из таких ручек у меня есть обзор на канале, но на дорогую. Это дешевый, я купил вместе с 10 гелевыми стержнями, по-моему, за рублей 300. Вот это смысла покупать на распродажах нет, опять же, если вы там не хотите сэкономить те же 20 рублей. Вот, нет смысла покупать никакие фейки, потому что фейки, это i9000 ТВС, я покупать в принципе не советую, а на распродажах будут продавать абы что, потому что почему? Потому что все равно вы купите, потому что это сейл, потому что вы будете думать, что вот я потрачу 1200 рублей вместо 2000 рублей, и я молодец. Нет, вы не молодец, если вы это купите, вы скорее всего совершите ошибку. Уши у нас одни, и не факт, что ваши ушки до 25 лет доживут. Особенно посмотрите популярных блогеров, которые говорят о том, что у них проблемы со звуком. Сотка есть, да, Евгений, поэтому мы начнем. Что я советую реально покупать? Это всякого рода умные часы, которые я советую, которые я не советую, GT2. Советую покупать дорогие наушники, то есть это буллицы не к тому, что бегите буллицы покупать. На прошлом стриме мы уже выяснили, что у большого количества пользователей, особенно с дешевыми телефонами из разряда Redmi Note 7, большие проблемы с такими ушами. Если вы покупаете уши за 100 баксов, будьте готовы к тому, что с телефоном за 200 долларов они будут работать плохо. А стоит покупать, конечно же, если вы собираетесь аппараты, начиная от десятки, Redmi Note 7, допустим, вы собрали несколько каких-нибудь купонов, плюс у вас есть кэшбэки, плюс еще какие-то купоны продавца, и вы решили его купить, допустим, как я в прошлый раз покупал на сейле за 9500, но я покупал на каком-то дикой распродаже с Тмола. Но у меня 3-гигабайтная версия. В общем, если вы до десятки сможете купить телефон, который обычно стоит 12, вы сэкономите 20%, и это круто. Вот, как в пиццерию сходил, варвар норм, переел. Или если вы, конечно же, покупаете телефон из разряда Huawei P20 Pro, ну, P30 Pro сейчас стоит 52, мне кажется, потом 46 будет стоить. Либо, как я купил за 46 тысяч OnePlus 7T Pro, и сейчас его можно будет, я уверен, что с купонами чуть ли не за 37 купить во время 29 ноября распродажи на Black Friday. Вот эти вещи стоит покупать дешево во время распродаж. То есть, либо они дорогие, либо они дорогие. То есть, дорогие наушники, дорогие телефоны, просто телефоны, если вы понимаете, что вы хотите купить, и вы реально мониторили цену не один месяц. Дорогие часы умные, то есть не по 2000 рублей, как, допустим, я купил себе Lemfo за 7,5 и продать, точнее за 9 вместо 12, и продать их за 6 не могу. И в принципе это хорошо, потому что, может быть, пусть они у меня валяются,
придет что-нибудь, я покажу, как я их разбиваю, и будет красивый ролик. Дальше. К чему это все? К тому, что для тех, кто видел вот эту машинку на фотографии, понятно, что фотки я делаю для того, чтобы был какой-то кликбейт, люди приходили, смотрели, слушали. Эта машинка будет тестирована мной сегодня, я буду бриться ей наголо. Она вообще, по-моему, для детей. Это Xiaomi Engine на краундфандинговой платформе Xiaomi продают, как и там, не знаю, брендов штук 200. Вот. У Xiaomi, в принципе, 83 дочки, это Midge, вот такие крупненькие, но не Энхен, по-моему, Энхен в их блок не входит. В основном, это уже дерево. Дальше. Теперь все-таки к основной теме. Сейчас отвечу всем. У меня сегодня, да, день рождения. Спасибо всем, кто поздравит. Если хотите поздравить, все очень просто. Ставите лайк. Приятно мне вас слышать, приятно мне вас видеть, и это не сарказм, потому что кого-то из вас я даже слышал. Та-да, да. Но не будем об этом, не будем о грустном или о веселом. Напоминаю, что сейчас мы залезем в мою корзинку, и я ее не чистил под то, чтобы вы посмотрели, что вот там польза собрался. Вот как у меня было там, по-моему, дня 3 назад, так и осталось. Вот по ошибке я закинул 7T Pro, не T, а 7 Pro. Это чехол. Чехол я себе буду покупать за 275 рублей вместо 280. Может быть, куплю эти кроссы за 2,5 штуки вместо 3. Но очень сильно сомневаюсь, потому что моего размера нет. По-любому куплю себе на 7T Pro вот этот чехол, который за 230 желтый. Чтобы что сделать? Чтобы не терять этот телефон. Конечно же, возьму себе две защитных пленки, потому что заводская ужасная на 7T Pro. По-любому возьму себе вот этот чехол, он вообще норм, за 350 вместо 520 рублей. Супруге куплю сумку в магазин ходить, возможно, куплю эти кроссовки с тихой грустью, потому что это все равно не мой размер, мне нужно 45-й брать. Может быть, куплю этот рюкзак, этот не куплю точно, и может быть вот этот великон, но не факт. Вот 7T Pro, который я мониторил, но это не официальный магазин, в официальном магазине даже дешевле, по ссылке в описании на стриме, если вам кому-то нужно будет. Может быть, куплю эту лампу, мне ее советовали, она от USB, по-моему, работает. Это еще один 7T Pro, хотя я его купил. Может быть, куплю вот эти One More наушники, но вообще все, что у меня и было из One More, меня, если честно, расстраивало. Поэтому мысль о том, что я потрачу 4000 рублей на эту шлепотень, ну, не знаю. Может быть, они будут хороши, но я сомневаюсь. Эти, может быть, куплю, если найду 45-й размер. Возможно, куплю очиститель воздуха, который мне прям не нужен, но... Многие просили купить, возможно, куплю эти перчатки, хотя мне кажется, они для мороза будут бесполезны. Худи, скорее всего, за 2700 брать не буду, потому что цена космос. Может быть, на свое кресло куплю за 2000 вот эту вот воздушную подушку от Xiaomi. Но мне кажется, что целесообразность минимальна. Почему? Потому что у меня кресло стоит 3,5, покупать себе подушку за 2, ну, то еще удовольствие. Смарт-часы Galaxy Watch Active 2. Я, наверное, покупать не буду. Почему? Потому что тратить 22 тысячи на то, чтобы вот как с Huawei GT2. Их посмотрели 9 тысяч человек. Потратил я 15 штук. Может быть, еще какой-нибудь ролик сделаю. Здесь получается потратить 22 штуки. Рассказать, что они хлам. Я уже знаю, что они хлам. Потерять часть подписчиков и малое количество просмотров заработать. Сомнительное удовольствие. Может быть, сделаю. Очки, скорее всего, куплю за 1000. Потому что все, что я покупал Xiaomi для того, чтобы ходить... под солнцем, на солнце, более чем мне заходит. Вот эту штуку куплю, машинку для удаления катышков аж за 900, которую можно купить в фикс-прайсе, по-моему, за 100 рублей, вместе с штуками для удаления. Может быть, куплю вот такой черный чайник Viomi. У меня есть Xiaomi-шный чайник беленький, но почему бы нет, почему бы еще черный не взять? Беленький куда-нибудь на дачу увезу кому-нибудь. Дачи у меня нет. Амбушюры все хочу купить, но мне пенные выслали в подарок вместе с проводными наушниками RN-овскими. Я пока не вижу целесообразности покупать подобного рода штуки. Может быть, куплю, если найду дешевле 300. Хотя смысл, если у меня уже есть под меня. Lenovo все еще думаю купить, но 4000 рублей за ленововские уши. Не уверен. WorkBuds 400, как и 500 у меня, мне кажется, будут всегда лежать в корзине. Почему? Потому что отдавать 4,5 штуки за это я не готов.
Я думаю, вы понимаете, те, кто мой подписчик, понимаете, что это неразумно. Да, еще раз спасибо, кто меня поздравляет с днем рождения. Не забываем прожать лайк, потому что сегодня днюха. Не обязательно за то, что сегодня стрим, потому что стрим кончится, да, я думаю, скоро. Мы еще 15 минут пообщаемся, проведем конкурсы и, я думаю, разлетимся. Разлетимся все по делам. Может быть, вот эту колонку мифа куплю за 1000, но я покупал ее на 3 распродажах подряд, и 3 распродажи подряд мне их не высылают. То есть в моем мозгу, в моем сознании это, ну я куплю, а они мне ее опять не вышлют. Притом это мифа Official Store мне не высылает, кстати, чтобы вы были в курсе. Дальше, вот эту вот штуку, игрушка для ребенка, я не уверен, что я буду покупать, потому что последнее, когда я сыну покупал автомат этот за 6000, он у него так и стоит. Он на него посмотрел, побил его, и, в общем, на этом все закончилось. Xiaomi-шная футболка, которая никому будет не нужна, даже если я о ней не расскажу, я не знаю. Может быть, куплю эту умную футболку, но целесообразность в моем понимании нулевая. Миха, спасибо. Бочарников, огромное спасибо, так же как Шамиль, Максим, Кезас и Миша Михайлов. Вместе с Color News с вопросом, понятия не имею к чему-то. Мифа М7. Купил М5, может быть, еще М7 куплю, хотя мне кажется, что надо начать хотя бы с М5. Которые я уже купил и которые мне идут, если они дойдут. Эту штуку я уже взял, мне ее выслали. Я не знаю, почему она у меня все еще в корзине. Хотел себе эту мышку, но целесообразность покупать мышку за 2,5 рубля, тем более механическую, меня дома убьют, когда я буду щелкать по ней. Вот механическая клава у меня так и лежит. Это просто термос. Термос за 2000 вынь да положь. Может быть, куплю, но это будет акция. Главное, чтобы жена не увидела, если я куплю вот эту вот лабутень за 2 рубля. Машинка, еще одна Энхен. Не знаю, как зайдет тот обзор, так и, возможно, куплю эту. Но мне кажется, та неплохая. Это еще лучше должно быть. Ну, 1000 рублей можно и, в принципе, Philips за 1000 купить. Вот эти Xiaomi Dharma, наверное, куплю сушилки, но они, в принципе, довольно большие. То есть, чтобы вы понимали, ну, купить эти штуки для того, чтобы они обувь сушили, это круто. Но тогда, получается, их 3 надо покупать для каждого члена семьи, конкретно мне. И где их размещать, я вот пока не знаю. Безумно хочу себе купить сушилку, но 27 тысяч это для меня это сильно. Может быть, куплю. Это я уже сказал, что купил. Это я не буду брать пока. Это ЦАП. А может возьму. 3600, может быть возьму. Видите, как хорошо, что зашел. Но 29-го я точно зайду. Дальше для велика фонарик. Не думаю, что целесообразно за эти деньги брать. Так же, как не думаю, что скакалку стоит брать за эти деньги. Но скорее всего куплю. Это что-то меня просили закинуть в корзину, но я это что-то не могу купить никак, потому что 3800 жалко. Безумно хочу себе этот рюкзак. 12 тысяч. 11 137 рублей. Не знаю, может быть, куплю. Но 11 штук это прям, как бы сказала молодежь, это дичь. Ножи все эти, по-моему, я уже купил на прошлом сейле. Я не знаю, почему они у меня все еще в корзине. Их, по-моему, даже еще не выслали, кстати. Рюкзак за 6 тысяч, наверное, у меня только потому, что за 6 тысяч. Вот это дело мне уже идет. Очень понравились мне не вот эти ножницы, а другие, тоже той же фирмы, физовской, классные. Я унес их на работу и на работе их юзаю. Может быть, куплю весы, но тоже такая сомнительная штука. В принципе, недорого. То есть для таких весов это нормальная цена, если они выглядят хорошо. Возможно, куплю. Этот рюкзак брать не буду. Безус ручку, скорее всего, еще одну возьму, потому что вы почему-то пишете, что это позорная ручка, хотя я с вами, если честно, не согласен. Xiaomi-шный телек у меня висеть может долго и упорно, мне его уже даже некуда вешать. 28 квадратов радости у меня на семью, поэтому мне не кажется, что мне здесь нет уже свободной стены. Может, куплю. Светильник. Возможно, один из светильников Xiaomi в районе 15 тысяч я возьму. Я понимаю, что они значительно меньше. Очень надеюсь, что вы благополучно мне посоветуете, какой светильник Xiaomi покупали вы. Кто-нибудь из подписчиков по-любому брал там в районе 20-ки что-то. Если это того стоит, напишите мне. Понятия не имею, что это за уши. Понятия не имею, что это за умные часы. Это фейк под яблочный. У меня тем более штуки 2 их лежит. Я их тестю, но как-то рука не поднимается о них рассказывать. Какие-то блицвульфовские уши. Очень хочу этот бизнес-чемодан, но пока юзаю женский. Ну, не женский, там он фиолетовый, просто такой же маленький, супруге покупал. Может быть, EP52 куплю. Может быть, эти уши, но сильно сомневаюсь, потому что они проводные. Havit G1 Pro.
3800. Ну, я чаще всего Havit G1 почему держу в корзине, особенно прошку, потому что, когда подписчики мне пишут под моим ужасным роликом, а ролик был, я согласен, ужасный на обзор Havit G1, но мнение мое не поменялось, уши ужасные, Pro то же самое, но вот цена их реальная 3800, минус кэшбэки, минус купоны, то есть реально они стоят 3000 где-то. Мотороловские уши не покупаю, потому что был космос, что остался 6000. Huawei-овский браслет, все время на него смотрю, но никогда не беру, хотя нашел, по-моему, за 5. Вот эта вот штука прикольная, но не думаю, что 13 тысяч потрачу на него. Нравится этот рюкзак, но сейла нет, буду искать его в других магазинах. Если до 3500 рублей найду, то куплю. Эта штука для антистресса от Xiaomi, может быть, возьму, 1100, не жалко. По-моему, именно... Нет, не этот плеер я взял. Этот плеер я брать не буду однозначно, потому что 18 тысяч это гиги и йо-хо-хоу. Может быть, возьму вот эти кроссы, хотя незначительная скидка, но 3000. Почему бы нет? О, видите? OnePlus-овский рюкзак. Вроде бы 4300 рублей. Бежим. Но не бежим. Почему? Потому что... Какой бюджет покупок? Я в прошлый раз собирался 42 потратить, потратил почти 140 в итоге. В общем, пересчитал. Я на стриме, по-моему, сказал 120, 140 я потратил. А в этот раз как-то вообще не хочется тратить, но, наверное, все-таки потрачу. Кредитка еще живет. Не сильно, уже задыхается, но пока живет. В общем, проще говоря, если я за 4000 без вот этого вот надписи «Доставка 2000 рублей» найду OnePlus-овский рюкзак, я, наверное, возьму. Потому что телефон OnePlus, наушники OnePlus, и я теперь такой весь OnePlus-овец. В течение 3,5 часов, правда, ничего позитивного я в телефоне не нашел, только негативное. Но он мне все еще нравится все равно. Хотя еще раз предупреждаю подписчиков, вас 260 человек, не забываем прожать лайк, особенно новенькие. У меня сегодня день рождения. Черт с ним, со стримом, с моим сленгом. Вот. Ютрик. Еще раз напоминаю, что мне кажется, что я вас просто всех буду блокировать. Мата на канале нет, стрим в первую очередь для своих, и я рассказываю, что я планирую купить. Это, по-моему, Powerbank, и что-то какой-то он дорогой. Очень. Эти кроссы я уже брал, кстати. Либо они мне идут, либо я их уже передумал брать, но, в общем, они мне не нужны. Кара уже пришла мне ручка. Вот видите, 270 рублей, но, по-моему, я купил за 270 11 числа со стержнями. Так, вот этот я уже купил, это я уже купил, это я уже купил. Это я брать не буду. Google Play Honor Pad как-то дороговато. Светильник круть, кросс-элайнинг топ. Вот это бы я взял за 1005. Это я сыну, может быть, еще возьму. В принципе, все. Вот такая моя корзинка. Что я бы еще хотел добавить к этому? Да ничего. Скорее всего, все будет это экстремально, экспериментально. Из разряда, что вы мне напишите, то я закидаю в корзину и, возможно, куплю, собственно, сразу. Почему? В корзине обычно остается то, что я как раз не покупаю. Очень просто. Вы на сейлах особо много не сэкономите. Если вы не покупаете конкретный товар, который мониторите не один месяц. В моем случае, говорю, вот OnePlus T Pro было бы круто. Ты хотел сделать модером, помнишь, Бочарников? У нас вроде бы хватает модеров пока. Где колонка с прошлого стрима? Вот она. И на нее я сделаю обязательно обзор. Хотел сегодня, но видите, 2 стрима, это 4 часа, это примерно столько бы я потратил на один обзор. Поэтому не забываем лайкать стрим, потому что, может быть, что-то полезное я вам и скажу. Давайте по-быстрому пообщаемся. Havit i93 норм. У меня есть обзор, посмотрите. Привет, хорошего стрима. Спасибо, Платон. Очень надеюсь, что он будет хорош. Привет, только присоединился. Подскажи телефон для геймера. Кстати, с днем рождения. Спасибо, Миша. OnePlus любой. Вот после того, как я сегодня поюзал, не сегодня, а вчера ночью поюзал OnePlus 7T Pro, я могу сказать четко, что телефоны OnePlus идеальны для игры. Что я пробовал? Конечно же, айфоны, конечно же, Huawei P20 Pro, Redmi Note 7 вообще днище, Redmi Note 8 Pro, с которого я стримлю сейчас, по моему мнению, очень печальный телефон для игры. На данный момент, Арсений, вот это основной мой телефон будет OnePlus 7T Pro. Я его купил взамен вот этому убитому Huawei P20 Pro. До этого, прошлую неделю всю, обзоры я снимал на Xiaomi 8 Pro. Вот.
Redmi Note 8 Pro, точнее, Redmi Note 8 Pro. Ты честный, потому и смотрю. Ну, я говорю правду, свою правду, чтобы вы понимали, что все субъективно. Вот как мне многие пишут, сегодня у нас был долгий заруб с одним из подписчиков по поводу того, что вот эти наушники плохие. Он писал, что у него рассинхрон, мало басов и т.д. и т.п. Потом оказалось с другими подписчиками, у которых есть эти наушники, булятся, они стоят, чтобы вы понимали, 6 тысяч рублей. Это очень дорого. Это для меня дорого, для шнурка это нереально дорого, но мне они безумно нравятся. И опять же, я их не пиарю. Почему? Потому что но перебор это 6 рублей, это реально перебор. Но по моим меркам очень классный микрофон, очень классный звук. Оказалось, что он с Redmi Note 7 их юзает. Вообще все, что я использовал с Redmi Note 7, включая даже Xiaomi-шные наушники Pro 2, были просто хламом. Ну, я не знаю, Redmi Note 7 вывозит даже для моих ушей, а я просто меломан, я никакой не аудиофил, ужасно воспроизводит звук по Bluetooth. Либо у меня брак, либо у многих моих подписчиков брак, кто мне пишет. Ну, в общем, каждый раз, когда я обозреваю какие-нибудь более-менее топовые уши, по моему мнению, я пишу, расписываю, рассказываю, что вот это такие крутые наушники, бегите, покупайте. А в итоге мне потом пишут, что звук хлам. Я начинаю спорить, потом спрашиваю обычный стандартный вопрос. А телефон какой? И оказывается, какой-нибудь Meizu, мрачный, в районе 7-8 тысяч. Мрачный почему? Потому что у меня был Redmi 4, но как вам сформулировать? У меня не было наушников за 6 тысяч, я не ждал от них 6-тысячного звука. А когда ты покупаешь уши за 1000 рублей, они воспроизводят звук одинаково, в принципе, что на Huawei P20 Pro, что на Redmi Note 7. А если вы берете с aptX HD, если у вас телефон не поддерживает aptX, если у вас телефон не может выводить такой качественный звук, он, в принципе, вас не будет устраивать. Вот. Какой телефон купить за 15 тысяч рублей? Подписчики, подскажите ему, какой купить. Mi 9T почему-то ругали сегодня. Вот у нас сегодня был, кстати, на стриме совет покупать Mi 9T, и многие писали, что кому-то зашел. Но в сети я потом почитал форумы, не особо фонтанные. К20 более чем, но К20 я не уверен, что можно за 15 тысяч купить. Скажи, пожалуйста, если OnePlus можно купить в районе 20-ки, добавьте и купите, по-моему, 7 реально даже за 20 купить. Привет, почему Stratos C3 не на руке? Потому что я Huawei GT2 тестю для того, чтобы устроить им еще один разнос. Я понимаю, что он никому не нужен. Меня посмотрело всего там 9 тысяч, по-моему, человек. Это стандартный объем поисковый для, не знаю, наушников каких-нибудь не хайповых на моем канале. Но вот зацепил меня контингент людей, которые кричал, что они там живут 2 недели. Один раз у меня отжили 6 дней, 7 часов. Без всяких бегов, без GPS, без музыки, без звонков. Вот. Насколько они дольше проживут в следующий раз, мы узнаем скоро. Наушники хорошие, теперь надо OnePlus 7 Pro. Нет, можно любой OnePlus. Буллицы работают с хорошими телефонами хорошо. Кратко так. Я лыжник, какие мне выбрать часы, Polar или Stratos? Если вы лыжник, однозначно не Stratos. У Стратосов нет активности беговые лыжи, только горные. Почему замутил? Zhiyun Smooth 4 стоит брать? Понятия не имею, что это. Как участвовать в конкурсе? В описании к видео. В обзоре QC-White T5 ты упоминал, что желательно заменить амбушюры. Какие амбушюры сразу для всех? Какие амбушюры нужно надевать на ваши наушники? В первую очередь те, что вам уже подходили. То есть у вас были какие-нибудь Panasonic проводные, либо Sony. У Sony очень хорошие амбушюры, в принципе. Если вам прям совсем лень, то идите покупайте себе пенные. Купите в магазине, хотя большинство ушей разницу вы не услышите, если прям они не супер топовые. Мне нравятся очень с проводными наушниками пенные амбушюры. Но чаще всего я стоковые использую. Ну вот у Буллица вторых мне очень нравятся амбушюры. Они кастомные, то есть из 2 разных резинок. Вот. А с остальными у каждого свое. У каждого свой звуковод, у каждого наушника. Поэтому под них вы не подберете амбушюру под себя. Может быть подберете. В общем, проще говоря, мало того, что у вас может быть размер ушей разный, у одной S, у другой M по размеру амбушюр, так еще и материал вам один может нравиться, мне он будет топорным, а для вас он будет топом. Вот. Как ты заказываешь с краундфандинга? Говорят, что только в Китай доставляют. Владимир, у меня есть человек на Дальнем Востоке, который покупает мне товары иногда немного дороже, чем они есть в открытой продаже, но зато он может их приобрести и точно мне их пошлет. И благодаря ему я как раз могу о них рассказывать. О некоторых из них. Не все, мало чего. Вот все, что здесь лежит, в принципе, все на Алишке покуплено. Это на Тмоле, это, правда, в Москве, это я не помню, где я купил. Это точно на Али, это на Али, это, кстати, он мне купил.
И это, по-моему, в Москве просто. Это на Али. То есть большинство товаров я покупаю все равно на Алиэкспрессе. А есть товары, допустим, GTR, GTS, какие-то вещи, которые мне срочно нужно купить. Если у него есть возможность купить это раньше, я пытаюсь купить через него. Так делают, в принципе, все крупные каналы. Я как маленький канал, который может себе это позволить, и потому что у меня есть такой друг, вы можете написать мне в ВК, я дам его координаты, он покупает мне эти штуки. Если вы знаете, что купить, можете попросить. Заказал телефон 13.11, до сих пор не отправили. У вас такое же? У меня половину товаров не отправили. Привет, привет, здорово. Вот это как раз ответ на ваш вопрос, почему я не купил OnePlus T не за 46 тысяч, а не подождал 26 числа, 29 ноября, и не купил его, допустим, за сколько? За 41, по-моему. 41 у меня по ссылке в описании. 41 или 42. Если еще купоны скинуть, то вообще за 38. А не факт, что их хватит, раз. И два, не факт, что мне его вышлют вообще. То есть у меня скорее негативное мышление по поводу телефонов, потому что мне ноутбук высылали раза 3, и, соответственно, по-моему, да, на 3-й раз только выслали с Тмола ноутбук, и с Тмола мне даже наушники, вот я 11 числа заказал Galaxy Buds за 8600, и их мне до сих пор не послали. Какой стабилизатор брать для телефона? Шок, лучше покупать телефон со стабилизатором, я вот не пользуюсь стабилизаторами, хотя у меня был на канале, и он у меня до сих пор валяется где-то, такой двухосевой, вообще классный стабилизатор был, но неудобно. Не планируешь больше обозревать продукцию компании Mixsider? А как-то они мне вот зашли, эти наушники, и все, а что еще рассказывать? Дешево, сердито, никому не нужно. Mi Band 4 за 25 баксов китайскую версию стоит брать или платить 30 за глобалку? Питер, все Mi Band 4, еще раз, 240 человек на стриме, всем привет. Советую покупать Mi Band 4 китайскую версию, потому что она станет у вас русской. Так же, как OnePlus, любые телефоны, у вас, если вы даже не сможете накатить глобалку, вам накатят ее буквально за 1000 рублей в любом магазине. Желательно, правда, не уходить, чтобы вам не подменили телефон. Но это дичь, если честно. Мне кажется, что маловероятно, что вам его подменят, но это так. Лайфхак, вдруг. У меня уже почти на почте один телефон. Алексей, очень за вас рад. Питер Бладбери, Китай, окей. Заказал 11-го Стратоса, продавец Amazfit Store, еще не отправил. Написал мне письмо, якобы задержка. Алексей, я Стратосы 3 покупал, не соврать, раза 4. То есть с 4-го раза мне их только выслали, и то потом через парня уже покупал. Его уже кидали 2 раза в Китае. То есть здесь дефицит, с ними дефицит. Вот я как раз про это и говорю, что вы вроде бы можете купить девайс дешевле, но не факт, что вам его вышлют. Отличного настроения лайком, Алекс, вы до меня дошли, очень приятно, это не сарказм. Что думаешь о Realme X2 на Черную пятницу? Realme не тестил, не думаю ничего, не могу думать о том, что я не тестировал. Ты знаешь компанию Interstep? А Миша очень негативно отношусь к ней и не буду ничего из них обозревать. Если вы думаете, мне не предлагали, вы сильно ошибаетесь. Но у меня к ним негативное отношение не из-за их политики, а из-за их девайсов. Все, что у меня было в руках, мне не нравилось. Возможно, я ошибаюсь. Поэтому я не рассказываю. Я не люблю рассказывать о том, к чему у меня крайне негативное отношение, чтобы мне потом не говорили, что я совсем злобный тип. Вот. Какой стабилизатор? Лучше рассказывать о каком-нибудь хорошем девайсе, вот как я буду рассказывать о OnePlus. Я сделаю ролик 13 его недостатков, но вы знаете, мне он нравится. Я им пользуюсь, я им буду пользоваться. Но вот такой хейтерский обзор на топовый девайс – это норм. А хейтерский обзор на плохой девайс – это не норм, это вообще печаль. Какие телефоны со стабилизаторами? Шок их много, по 20 Pro, допустим. Либо вот, пожалуйста, тебе OnePlus. А у них у всех есть аппаратный стабилизатор, есть программный, есть аппаратный. То есть, проще говоря, есть, что ваш телефон при помощи процессора, если на пальцах, стабилизирует вашу картинку, чтобы она не тряслась, есть при помощи физического там механизма. Лучше, конечно же, лучше и то, и другое. И чем дороже аппарат, тем лучше стабилизатор. Про это обязательно читать. Расскажи, что лежит на столе, я только пришел. Пума, давайте, если кто еще спросит, то тогда расскажу. Розыгрыш через 4 минуты. Привет, польза, рентабельно ли брать Amazfit Stratos 2, Polarosh 10 и уложусь ли я в 20к? Вы однозначно уложитесь в 20к. В Питере я покупал Polarosh 10 с рук из Финляндии за 5200, Stratos 2 реально купить за десятку. Вот. Кратко вам так. Только обязательно не китайскую версию берите, хотя ее можно тоже перепрошить вроде бы. Когда я брал китайскую версию, было не перепрошить, сейчас можно. В общем, в 15 тысяч можете уложиться. Закажи SoundPits GS, они есть в Китае? На бумаге просто конфетка. На бумаге много конфетка, как и на заборах. Xiaomi Mi 9T Pro или Mi 9? Подскажи, что лучше. Мне Mi 9-то не понравился, Артем, поэтому не могу тебе подсказать.
Спасибо большое. Лучше ТВС до 1500 рублей. Есть топ-10 на канале до 20 баксов. Посмотри. Отлично. Что на столе? Расскажу. Здесь две копии AirPods i9 1000 ТВС, i20 1000 ТВС. Есть обзор на канале, можете посмотреть. Я их разыграю и забуду о них как о страшном сне, потому что не люблю я подделки. Я буду, конечно, на них делать обзоры, потому что вы приходите и подписываетесь. И потом, может быть, кто-то даже еще, видите, выигрывает. Это Redmi Note 7, один из моих древних телефонов. Он мне нужен для одной всего цели, но пока ни один из этих телефонов ее не может выполнять, говорить не буду. О ней P20 Pro, который я раздолбал, который отремонтирую, я на него снимал последние 1,5, может быть, даже 2 года обзора. По-моему, год. Это теперь телефон OnePlus 7T Pro. Я на него теперь буду снимать обзоры так же, как на Redmi Note 8 Pro. Это Stratos 3. Это Bezos, ручка, стикер. То есть с одной стороны ручка, с другой стороны стикер. Это Blitzwolf, извините. Это OnePlus Bullets 2, мои любимые наушники для спорта. И работают они хорошо, только с хорошими телефонами. Это Xiaomi второй версии, Xiaomi Pro 2, проще говоря, те, что вкладыши. И эта колонка, которая еще не была на обзоре, вытаскиваются две магнитные, вот так выставляются. Почему они стоят? Потому что я сам себя мотивирую, чтобы на них сделать обзор. Самая любимая колонка моей супруги, она ближе к аудиофилам. Если я просто техноблогер такой, уже довольно крупный, благодаря вам, в моем понимании. То есть, когда-то у меня там было 1000 подписчиков. Спасибо, вас уже не 1000, нас уже 100. И не забываем прожать лайки те, кто пришел. У меня сегодня день рождения, просто за день рождения, что я уже второй раз сегодня стримлю, уже получается 4-й час в сумме, 3,5 часа утром, и теперь уже 30 минут. Сейчас разыграю быстро девайсы. Очень прошу никого не уходить, потому что у меня все готово. Я разыграю сначала эти 2 пары наушников для того, чтобы освободить стол. Еще пообщаемся буквально, вот засекайте, 3 минуты, прям быстро-быстро. Что необходимо для того, чтобы выиграть, вы все прекрасно помните. Если что, по ходу я напомню. Колхозно будем разыгрывать. Я думаю, все видят. Пусть даже через какой-то мракобесный экран. Так, уже залито все на LionZar. Нужно было репостнуть, нужно иметь реальную страницу и нужно быть подписанным на канал, притом я об этом должен знать. То есть мы должны увидеть, что вы подписаны. Так, смотрим, уменьшаю очень быстро, никто не убегает, спрашиваем. Сколько стратосы живут дней? Сколько обещают? Около 5. Привет, с днем рождения, спасибо большое. Угрин норм компания, мне не нравится, мне предлагали они всякие штуки, я не захотел. Быстро влепили лайку, спасибо. i9 1000 ТВС переключаешь к айфону, вот. Нет подписки, Эдуард. Очень круто, но нет подписки. Это первый клиент. Есть подписка, но Ньюмер, у вас нет ссылки на репост. Радимоб. 2 вопроса. Первый, реальное ли вы лицо? И, да, Егор Кунец, первый победитель. Не буду я... давайте проверим, подписки открыты у него или нет. Подписки открыты, я уверен, что он подписчик, потому что программа показала, что подписчик. Отлично. Давайте я открою его, потому что будет печально, если я потом буду очень долго и упорно на стриме искать эту запись. И второй победитель Алекс Рекс. Я думаю, вы тоже реален, но на всякий случай, чтобы потом среди подписчиков не было какого-нибудь заруба. Да. Алексей, вы тоже выиграли i9 1000 ТВС, точнее i20 1000 ТВС. Получается, Егор выиграл i9 1000 ТВС. Ну или решим, кто первый напишет мне, тот и выберет i9 1000 или i20, потому что 20 тысяч еще запакованы, я даже их не распаковывал и проверять даже не буду. Подождите-ка, какие-то из них были распакованы. Получается i9 1000 ТВС, но они одинаковые по функционалу и по всему. Соответственно, 2 пары наушников мы разыграли, остались 2 Mi Band 4, но попозже это сделаем. Кому интересно будет, я обязательно время укажу. Поэтому не разбегаемся, чего-то как-то нас много, мне очень жалко вас будет бросать, не пообщавшись. Я реально за эту неделю соскучился по стримам. Почему? Потому что был в отпуске в Волгоградской области, в городе Волжском, и там был ужасный интернет. И толком мы на стриме не смогли пообщаться. Как дела, Артем? Норм. Щетка Сукас X3 норм. EX3 не знаю, X3 норм. Ножами увлекаешься? Да, Егор, и скоро я сделаю обзор на мультитул, а потом на 5 ножей.
Когда i9000 TVS подключаешь к айфону, заходишь в Bluetooth и нажимаешь на I, я не помню. Посмотрите обзор, если там этого нет, значит нет. Я говорю, я так скептически отношусь к фейкам, что не хочу даже об этом особо разоряться на стримах. У меня был отдельный стрим по поводу подделок айфоновских ушей. Привет, какие наушники лучше, Xiaomi Mi Air 2 или Huawei FreeBuds 2 или Honor FlyPods Lite? Вы сравниваете затычки с вкладышами, делать это не буду. Не игнори меня. Какие смарт-часы взять? Есть топ-5 смарт-часов на канале, посмотрите. У Xiaomi есть ручка стилус Bluetooth. Что скажешь? Не видел. Скиньте мне в ВК. Смотришь канал? Уже нет, Миша. Еще раз по поводу каналов, это я оставлю, но вообще не упоминайте здесь в сообщениях канала. То есть здесь нет мата, нет рекламы и нет упоминания других каналов. Я же вас не пичкаю. Перейдите там, не знаю, на EPN или на Black Kid или еще что-нибудь. Мы даже в течение 3 часов болтаем, и я вас не пичу информацией, кроме того, что я советую покупать на Алишке. Но я не думаю, что это реклама, и это чисто мой опыт. Хотя я покупал иногда на JD, иногда покупал на... Когда было дешево, покупал на Gearbest. Сейчас на Gearbest дешевого нет. Они мне очень часто пишут, чтобы я их рекламировал, и они будут давать моим подписчикам какие-то рекламные скидки. Но фишка в том, что у них минус большой. Что черт с ним, что они будут давать скидки, и вы будете покупать что-то дешевле. Проблема в том, что они очень долго доставляют. То есть, если брать Алишку и брать Gearbest, Gearbest доставляет всегда дольше. Это раз, и два, у них больше проблем с возвратом средств. Лично мой опыт. Поэтому мне они не очень нравятся. JD нравится, Banggood так себе. Вот JD очень нравится в этом плане. У них очень хорошая служба поддержки. Mi Watch стоит взять, хорошие часы, сейчас активно тестирую, для тех, кому NFC не так важен. Гонщик у меня есть, они будут скоро на стриме. Можете поставить, кстати, плюсик, кому интереснее Mi Watch на стриме обзор. Я очень часто на стримах делаю обзоры, вот мне кажется, Mi Watch будет тема. Потом, конечно же, будет маленький обзор. Так же, как на OnePlus 7T Pro, 2 обзора. Негатив и позитив. Сначала негатив, конечно. А какой ноут посоветовал бы за 70 тысяч? Если игровой, то Asus ROG Strix, если нет, то нет. Привет, что думаешь о Redmi 9T? Ничего, у меня их не было, я не тестировал их. Привет, сделай обзор на штуку, которая делает из проводных наушников беспроводные. У меня таких 2 штуки, и они уже тестятся мной, наверное, полгода. Я, если честно, просто не знаю, как это обыграть и кому это надо. Это называется Bluetooth адаптер, либо Bluetooth ресивер. То есть просто как Bluetooth приемник и все. Планируешь видео с подарками на Новый год? Владимир, вы опять о розыгрышах? Не мучьте меня. Я только что сейчас провел розыгрыш, мне еще 2 проводить. Бугага. Я не знаю, как делать отдельно розыгрыши, чтобы нормальным людям это не мешало. Забаньте его нафиг. На кого именно? Будут обзоры на аксессуары для телефонов? Я думаю, что смысла нет. Сделай ролик о разных торговых площадках плюс личный опыт. Оно вам надо? Ну, может быть. Владислав, спам, окей. Amazfit Stratos 3 норм. Да, мне нравится. Но опять же для спортсменов плюс их относительно других часов, что на них можно вешать нагрудный датчик, но это Stratos 3. Нагрудный датчик можно подключать даже к Stratos 1 и Stratos 2. Stratos 1 называется Amazfit Pace. Стоимость у них до 5000 рублей на распродажах реально купить. И более чем идеальный вариант, но плавать единственное в них нельзя. Очень надо Bluetooth адаптер. Александр! У меня их много. Я не знаю, как. Я реально не знаю, как на эту штуку сделать. Сделаю я обзор. Но он будет убогим, потому что там вот такая маленькая пластинка и, с разными красивыми ушами, правда. В принципе, идея. Сейчас подожду единственное плеера давайте, потому что с фиевским плеером таким красивеньким я хотя бы смогу хоть как-то что-то интересное рассказать, а не просто там с телефонами, с этим телефоном, этим телефоном, этим телефоном и тем телефоном работают топ. И все. Вот такой вот крутой ролик. А пока, если честно, все Bluetooth адаптеры, кроме TRN-овских, по-моему, так, работало все не очень. Сделай обзор адаптера в другом обзоре. Мист. Шах и мат, может быть грамотно. Саня, не понимаю, ты весь чат видишь? Нет, я опять глючу, да. А почему вот чат, думаешь, да, весь надо смотреть? Давайте весь буду смотреть, простите, если что. Можешь сказать, чем тебе не понравился Realme, та же негативное мнение интересно? Да я не тестил их, Greenv. Я не тестил Realme, поэтому я не могу ничего о нем сказать. Я Pace брал за 1950. Вы его забрали, наверное, просто у человека. Что насчет Redmi Mi Note 10? Ничего, я не знаю, сколько он даже стоит. Дальше, какая мощность машинки для стрижки? Понятия не имею. Давайте посмотрим.
5 ватт, скорее всего. Потому что 5 вольт указано, ампера не указано, 5 ватт написано, 5W. Но она слабенькая, она для детей. Но я говорю, но я все равно наголо побреюсь ей, поэтому расскажу. Так, розыгрыш Mi Band будет сегодня или 30-го? Коля, сегодня будет 2 розыгрыша Mi Band, 4, а 30-го будет еще один. Тара, картинка лагает. Скузи, сильно? Напишите, у всех лагает или нет. Что за часы на руке? Huawei GT2. Когда розыгрыш? Руслан, был розыгрыш 2 наушников, сейчас будет розыгрыш Mi Band 4 в течение... Давайте в 20:45 будет розыгрыш 2 Mi Band 4. С днем рождения. Спасибо большое. Не забываем прожать лайк, кто здесь первый раз и кто не первый раз тоже прожимаем. Почему? Потому что мне сегодня днюха. Хотя бы поэтому. Привет, что посоветуешь? Meizu Pop или Pop 2? Вова, а там фишка в беспроводной зарядке. Если честно, звучат они примерно одинаково. Алекс, нет, окей. Спасибо большое, Алекс. Миха, у тебя лагает. Лагает сильно лагает, не очень сильно, но лагает. Все печально, но понятно. Сейчас я это дело устраню. Каким образом? Сейчас перепроверю. 15 секунд. И 30 секунд ждем. Я сейчас устраню данную проблему. Напишите, как интернет восстановился, точнее, картинка восстановилась или нет. Смартфон, здорово. Баур Кейр, спасибо. 36, да, уже, Виктор, мне уже 36 лет. Не лагает, что репостить нужно? Уже все, канал, уже все прошло. Помоги, пожалуйста, какие MOSFET выбрать, просто в голове каша. У меня есть стримы на канале по поводу сравнения MOSFETов и плюс сравнения обзора. От всей души поздравляю с днем рождения. Спасибо, Руслан. SDR, QC T5 наушники, как тебе? У меня был обзор, мне понравились за эту цену очень сильно. Посоветуй, пожалуйста, недорогой нагрудный датчик. Недорогой не посоветую, Ренат, потому что все, кто мне советовали по 1500 рублей купить нагрудные датчики в Китае, все плюются, потому что они в них у всех сдохли. Это раз, а мне, я 3 раза заказывал нагрудные датчики по 1500, ни разу их не прислали. Аутсом как уши, везде лезут с рекламой. Аутсом мне присылал уши, честно, по-моему, я даже делал обзор. Мне они не понравились. В 10 был на стриме на другом аккаунте, почему забанили? Не знаю, либо вы спамили, либо... Тут 2 варианта, почему вас могут забанить, конкретно я. Первое, вы матом говорите что-то. Второе, пытаетесь хамить. В принципе, это одно. И второе, это реклама. Реклама других каналов, реклама площадок каких-то, то есть никаких ссылок. Я покупаю на Али в основном в 9 из 10 случаев, поэтому ссылок здесь нет. Я все сделал, когда розыгрыш, нюхай сколько лет. В 35 минут. Что за петличка у тебя? У меня есть обзор на нее в каком-то последнем обзоре в конце. Это бой обычный за 1000 рублей. Дальше, как участвовать в розыгрыше, в описании. Привет, СДР. Будешь делать обзор на ТВС-наушники от Tronsmart? Дмитрий, да, у меня уже были и еще будет. И я на следующей неделе, в общем, у меня миссия. Tronsmart – это колонка и не знаю еще что. И игрушка от Xiaomi, минимум. А там уже посмотрим. Жена улетела с сыном, днем отмечали, а он утром говорил, да, Пума. У меня Магини датчик снова нормально работает. Ура, морда, вы уверены, что он норм работает? Смотрел твой стрим на Xiaomi R2, спасибо. Самир, с днюхой всего хорошего, спасибо. Лайк не забываем прожать, кто с днюхой хочет поздравить. Как так, чтобы разбанили? Так ты, если пишешь, значит уже разбанили. Huawei GT2 стоит брать или MOSFET Stratos 3 лучше? Это разные абсолютно девайсы. Можешь заходить опять. Дальше. Есть в планах показать лицо? Егор, есть, но не сейчас, а смысл? Говорю, особенность канала в том, что вы же здесь для чего? Для стрима, для информации или для того, чтобы вас развлекли? Это не в обиду сказано, но вот сами подумайте. Нил, прикрой дверь. Нил, дверь прикрой. Дело-то в чем? Дело в том, что не особо я юморю грамотно. Если вы заметили, то у меня просто не знаю, простой техноканал из разряда того, что
Покупаю, рассказываю, что-то нравится, что-то не нравится. У меня нет миссии, допустим, как у большинства, как не у большинства, а у совсем топов. Это всем понравились AirPods, поэтому я скажу, что они хлам. Мне нравятся AirPods. Я не могу сказать, что они хлам. Я не могу сказать, что у них звучание хлам. Я не могу сказать, что iPhone хлам, хотя я обозреваю Android-устройства. Потому что я так не считаю. Я не могу облизывать Redmi Note 7, когда он стоит дешево, но он тормозной. Я даже Redmi Note 8 Pro, который купил себе и который хотел очень сильно распиарить, потому что я очень хочу с Xiaomi сотрудничать. Я знаю, что есть люди, которые сотрудничают с ними. В России есть, в Украине, по-моему, нет. Но как бы мне это не светит, потому что не могу я изменить политику своего канала никак. И в общем так. Помните, я рассказывал про Lemfa, которые выслали мне 2 пары часов? Ну, короче, после моего обзора на Lemfa LEM 10 они остановили посылку каким-то магическим образом. И спасибо большое, Динар. Нет, я стал блогером, это не основная работа, слава богу, и даже близко не основная. Тьфу-тьфу-тьфу. Это не потому, что я верующий, это фраза такая. Почему? Просто 2 года назад, когда я покупал на Гербесте вот этот, по-моему, с коврика у меня все началось, деревянный коврик Xiaomi, я, по-моему, покупал его за 1500 рублей. Мне переслал Гербест, мы тебе дадим 100 баллов за то, чтобы 100 рублей за то, чтобы ты сделал ролик. Я его сделал. Потом я сделал еще несколько вот подобных убогих роликов. Я их уже удалил с канала. И потом я сделал на Пейсе первый ролик. Прошло где-то месяца 3. Я лег в больничку. Мне делали операцию. Конечно же, я на это дело забил. После больнички я посмотрел. У меня на Пейсах было 3000 просмотров. Что для меня очень много. То есть у меня там 20 подписчиков было. Я подумал, поперло. В итоге год я был без подписчиков, если вам это интересно. И вот через год я выстрелил с Mi Band 3, потом с Amazfit Bip. Вот. Но выстрелил исключительно из-за объема. Если вы кто-то планируете делать ролики, есть те, кто выстреливают сразу. Я таких каналов довольно много знаю. Мне понадобился год. И, чтобы вы понимали, это вот так. То есть я выстрелил, исчезла активность, выстрелил, исчезла, выстрелил. Вот сейчас опять активности практически нет, хотя, опять же, по моим меркам 260 человек на стриме. Я крайне благодарен, что вы со мной общаетесь. Мне приятно с вами общаться. И я надеюсь, полезную информацию, которую я черпаю от вас, вы от меня тоже черпаете. Lemfa мусор не берите. Солдат, я об этом и сказал, и поэтому они мне не прислали 2 пары наушников, 2 пары... 2 часов они мне слали и, в общем, не дослали. Потому что, наверное, увидели мой обзор. Они мне, по-моему, даже потом писали, просили его удалить. Немного кто пишет, просит удалить обзора, но как-то не получается. Почему QC то ставит 100 баксов цены на наушники 30, то пишет, что товара нет? Чего они шалят? А у них просто скупают посредники эти наушники, у них тупо нету их. Их раскупают быстро. Бро, что за подвох? Redmi Note 8 Pro в магаз зашел, там ценник 19 900, а серый 13 990. Потому что это не AliExpress. Добро пожаловать в Россию. Realme изо всех щелей лезут. Как когда-то Юми. Ну, пусть лезут. Они не Xiaomi-шная, кстати, фирма. Только подключился, поздравляю с днюхой, здоровья и творческих успехов. Спасибо. Galaxy Watch Active 2 будут. Антон, а вот вы реально позитивно будете относиться к каналу, если я как Huawei Watch GT 2 назову их хламом? Вот откровенно, если вы планируете покупать эти часы, вы хотите от меня обзор? Вы смотрите мой канал? И здесь не из-за разряда он выделывается. Нет, я реально не очень хочу разрушать чужие иллюзии. Стримлер не успел. Бро, ответь. Паша, повтори, не успеваю. Самый крутой продукт Xiaomi. Коврик от Midge деревянный, я только что показывал. Go Active 2. ВК-33 на стриме 36, где подвох? На стриме 257. Как машинка бреет? Не знаю, я сегодня буду бриться наголо, потом напишите мне в ВК, я расскажу. Realme, дочка OnePlus. OnePlus, да ладно. Как думаешь, можно ли покупать на JD у других магазинов, нет только у JD коллекции? Можно, я беру иногда у них какие-то девайсы. Amazfit Nex я купил именно на JD, и их практически нет в продаже. Realme пытается догнать Xiaomi, но в России цена Realme высока. Ну, что вам сказать? OnePlus и дочка. Но OnePlus тоже не идеально. Я говорю, вот 13 недостатков в топовом их продукте, я сложно представляю, что тогда в 10-тысячном телефоне. 5-й раз спрашиваю, как мне Redmi 8T. Понятия не имею. У меня Redmi Note 8 Pro.
Realme — это подразделение концерна BBK, куда входит Oppo. А вот Oppo мне не нравится. Все, что я их лапал, трогал, тестил, мне не нравилось. И на канале, конечно же, этого нет. Хватит спамить. Хорошо, Егор, не буду спамить. Коврик топ, но на нем можно еще и колбасу порезать. Нет, Феникс, я не буду. Он мне реально помогает. Вот смешно, но этот коврик везде со мной. То есть он, наверное, пробывал в странах 20. Ну, не в странах, ладно, в городах 20 как минимум. В странах там 4-5. Жду апгрейд Mi 11 на Mi 9T Pro. Уже месяц получили все, кроме Mi 9T. Андрей, на прошлом стриме мне писали: ужасная Mi 11, не обновляйтесь пока что. Как выбрать вместо MIF, что выбрать вместо MIF OO5? Зайдите топ-10 наушников до 50 баксов на канале, любые. Что за коврик? Это миджевский коврик за 1500 рублей, деревянный. Кусок ламината не покупайте, это уже как бы неразумная трата средств. Как AirPods работает с Android в плане звука? Федор, на AAC кодеке, как и все. Но вы помните, что AirPods это вкладыши. Вкладыши всегда хуже затычек по звуку. А накладные всегда лучше, чем затычки по звуку внутриканальные, опять же. Вот. Как оставить ссылку на репост? Посмотрите в Гугле. На канале есть обзор на кубик Рубика от Xiaomi. Mist нету. С днем рождения, всяческих успехов. БУ iPhone 7 или новый Android в те же деньги. Алексей, никаких БУ айфонов никогда не покупайте. У меня двоюродный брат работает в ремонте айфонов уже 9 лет. То есть у него несколько маленьких контор. И он мне сказал: ни в коем случае никогда ничего восстановленного не покупай, только если у тебя не человек восстанавливает, который занимается телефонами. На столе лежит MSFIT GTR, нет, Stratos 3. Что за колонки на столе? Сколько стоят? Шок? Расскажу скоро в обзоре. Что взять? Halo GT1 Pro или Wayfan Xbox 3? GT2. Halo GT2 берите. Мне Mi 11 понравился, никаких проблем. Денис, ну вы один из немногих. Умным домом Midge пользуешься? Нет. Что серое? Колонки. Колонки. Две колонки, они разъединяются. Это OnePlus 7 Pro? Нет, это OnePlus 7T Pro. Был стрим сегодня на канале с тестом этого телефона в течение 3,5 часов. И приободрите меня, пожалуйста, поставьте лайк, поздравьте с днем рождения и не забудьте написать, что кому-то был полезен стрим по поводу OnePlus 7T Pro. Чего-то как-то много негатива там после него свалилось. Если не нужны такие стримы с полным разбором телефона, хотя я понимаю, что очень многих они расстраивают, потому что люди либо купили телефон себе почти за полтинник, как и я, либо надеялись, что он прям супер-мега-топ, а он оказывается не супер-мега-топ. Напоминаю, что 13 недостатков. Основной из них на данный момент это, что за 3,5 часа мы с 100% заряда опустили в ноль, и я не постоянно его юзал. Плюс вторая основная проблема у этого телефона почти за полтинник в том, что он у нас со второго стресс-теста в Antutu благополучно перегрелся так, что почти предложил отключиться. И такого я не видел. Даже Mi 9, который мне безумно не понравился на обзоре, у меня был обзор когда-то там полгода назад, пережил у меня, по-моему, 9 стресс-тестов подряд, и ничего с ним не было. С днем рождения, как относишься к Ugreen? Плохо, они мне пишут, мне они не нравятся. Dior, смотря для чего, не понял, что за наушники. Это Xiaomi-шные вкладыши. А эти две пары, получается, вторая пара там валяется, проводных наушников, и о тех, о других я расскажу. Это вариант для девочек, это вариант для мальчиков. Бренды абсолютно разные, звучат абсолютно по-разному, но я жду плеера топового, чтобы вы мне верили, а не просто я тестировал их с телефонами или с ноутбуком. Кубик, посмотри обзор и стрим. Или стрим. Спасибо, поздравляю, всего наилучшего. Спасибо вам. Все, кто новенький, не забываем прожать лайк, кстати. Каждые 3 минуты пишет одни и те же сообщения. Пума, так баньте, ладно, Пума. В общем, я вас предупреждаю, надеюсь, вы не будете себя плохо вести, но так как вы давно просили, вы тоже модератор. Особо не лютуйте, товарищи, хорошо? Модератора. Дальше, как машинка для стрижки волос. Саша, сегодня буду бриться наголо, ВКонтакте напишите. Я вообще расскажу в обзоре, постараюсь на следующей неделе сделать. Снюхать тебя, что за уши, сколько стоят. Наушники Mi Air 2, был обзор, точнее Xiaomi Pro 2. Обзор был, по-моему, Air они называются 2. На канале, и стрим был на канале. Посмотрите, мне не нравятся вкладыши. Как вкладыши, они хороши. С днем рождения, опять же, особенно Xiaomi-шными девайсами. Smart Mi Mix 2S. Хорошо, буду знать. Андрей, с днем рождения. Что думаешь о фирме Blue Audio? Андрей, повторяю, Blue Audio для всех. 2 раза у меня были наушники. Я их покупал сам еще до того, как был в блогосфере, как в какой-то мере. В общем, проще говоря, они мне не понравились. И те, и другие сдохли. Не буду о них ничего рассказывать. Какой плеер ждешь? Название, цена. Мифа M5, по-моему, 1006 я заплатил. О, привет, вы уже тут? Да, я всегда здесь. Зачем бриться наголо? Егор, это, не знаю, хочу.
Хочу. Хотя это ненормально. Я не считаю, что это нормально. Что за модель Huawei? P20 Pro разбит в хлам. Вместо него купил как раз OnePlus 7T Pro. Как тебе Galaxy Buds? Никак. Мне их почему-то упорно не присылает Тмол, хотя я отдал за них 8700 рублей на прошлой распродаже своих кровных. Не желает он мне их присылать. Надеюсь, пришлет. Анонс обзоров новых кроссовок сделаешь? Нет, они вот там. Давайте в инсте. В общем, в инсту давайте все подписывайтесь. Я там сделаю сегодня какой-нибудь мини-ролик по поводу того, что будет на следующей неделе на обзоре. Баратуха, сделай с тебя, когда обзор на Havit i95. Не люблю я Havit Tech in the World. У них очень похожий звук у всех. Единственное, ладно, у них самое мрачное это Havit G1, но все их наушники выглядят убого. Опять же, по моему субъективному мнению, к которому вы абсолютно не обязаны прислушиваться. Есть лучшие девайсы с лучшим внешним видом. Но i95 ссылку скиньте мне в ВК, постараюсь сделать, мне самому интересно. i93 было, i91 было, попробуем. Какие беспроводные наушники купить в Черную пятницу? Все зависит от денег. Если у вас много денег, можете купить себе AirPods последние за 20-ку. Если мало денег, то смотрите топ-10 на канале до 20 и до 50 баксов. Что, по твоему мнению, лучше, Xiaomi Mi 8 или Honor 10 Lite? Не знаю. Вот надо посмотреть. Redmi у меня 7, очень убогий, с 3 гигабайтами. Ни в коем случае никогда не покупайте телефоны сейчас с 3 гигабайтами оперативы. К чему это все? К тому, что я люблю фирму Honor, вот у меня P20 Pro, но с другой стороны, мне кажется, 8 получше будет. Но не факт. Очень много 8 в Питере продает Mi 8. Беспроводные наушники Redmi не пытался подключить к ноутбуку? Не-а. По-моему, был. Нет инсты вражеской. Ну, Олег, соляви. Подскажи, пожалуйста, что купить QSY, QS1 или Halo GT2? Нравится кейс без крышки? Нравится? Берите Halo GT2. Делаешь выпуск о покупке реплики AirPods на Пандау. В Крыму Али не работает. Я подумаю. Сделай обзор, будет интересно посмотреть на честный обзор Active 2. Вы понимаете, что опять же 20 тысяч, вот это 15 тысяч, 9 тысяч просмотров. Active 2, ну хорошо. А если меня, ладно, если меня, в общем, забанят канал из-за этого обзора, я буду на вас зол. Huawei меня не забанил, уважуха. Никаких даже негативных отзывов не было. Ну потому что 9-10 тысяч там просмотров, это в принципе мелочь. Что за наушники справа? Это Bullets 2. OnePlus Bullets 2 и OnePlus телефон 7.9T Pro. Теперь я весь упакован в OnePlus. Единственное, мне нужен рюкзак. Скиньте мне ссылку на рюкзак до 5000 рублей, я его куплю. Здравствуйте, еще раз с днем рождения. Спасибо большое, Алекс. Хотел узнать, не желаете купить Realme X2 Pro на Snapdragon 855. А насколько он дешевый? Скиньте мне ссылку в ВКонтакте, пожалуйста. Все мои комментарии игнорируешь. Ронда, вот сейчас я вижу комментарий ваш, может быть что-то происходит. Я не игнорю ничего. 248 человек на стриме, кто-то пишет комменты, я не все всегда успеваю читать. Обзоры про смартфоны Realme будут, мне кажется, что стоят уже. Sucos X3 или X5? Да, одинаково они, просто в X5 более богатый выбор, набор. Стример, ответь, пожалуйста, есть ли шанс, что выйдет обзор на наушники Sony? Феникс, скинь мне ссылку ВКонтакте, я буду думать. Мне кажется, дешевле куплю их, но я их видел дешевле. У меня на телефоне Bluetooth 4.2. Если куплю Redmi AirDots с Bluetooth 5.0, то наушники приконнектятся к телефону, да. Wireless 2, OnePlus, широкая ли сцена? Вы понимаете, что широкая или по поводу сцены это затычки? Вот погуглите, а потом мы с вами поговорим. Без сарказма, я использовал это. Ширина и глубина сцены, бла-бла-бла. Но это затычки. Да, широкая, скажем так. Окей, отвечу лучше проще. Но лучше погуглите. Это не совсем относится к затычкам. Что за наушники разных цветов лежат? Разных цветов. Это проводные наушники. О них я тоже расскажу, но когда мне придет приличный плеер. Спасибо за отзыв на ТВС i9000. Купил, радуюсь. Злой ежик, вот вы уничтожаете всю мораль моего стрима, что ни в коем случае копии не покупайте. Но опять же, я даю ссылки на копии, я делаю на них обзоры для того, чтобы люди меня смотрели. Потому что люди смотрят обзоры на копии. И если их не делать, у меня не будет подписчиков. Я уверен, что из 107 тысяч минимум 30 готовы покупать копии. И я их понимаю, потому что есть прямо супер достойные копии AirPods, и я стараюсь о них рассказывать, но кому как повезет. Плюс не факт, что они безопасны. Ладно, не будем. Samsung Gear S2 или Samsung Gear S3 или Galaxy Watch по-братски ответь. Gear S3 стоят сейчас копейки, особенно бэушные, купите их. ТЧК. Mi 9 Lite стоит брать, топ-телефон не для игр. Так, Варвар, кстати, да, новые часы Xiaomi, когда вылетели вчера с Владика.
Если хочешь, дай делать Active 2, то сделай на Samsung Watch. Ну да, я вот сейчас пойду всю зарплату потрачу на часы, которые никто смотреть не будет. Извините, это вырвалось. Ну, наверное, я попробую. Я вот Active 2 не купил, только потому что у меня разбился телефон. Я собирался в Москве Active 2 купить, но так как у меня по 20 Pro разбился, я купил себе взамен телефон, чтобы снимать ролики. OnePlus 7T Pro, и поэтому не купил его. Мне не хватило денег, соответственно, на... Я подумал, что это знак, и не стоит покупать эти часы за 20 штук. Какие наушники беспроводные взять до 1500 рублей? Топ-10 на канале до 20 баксов. Варвар, супер, окей. Это OnePlus 7T Pro, спасибо. Китаец, перешитый на европейца. Там сложностей никаких. Смотрел у тебя обзор на Xiaomi Mi Air 2. Ты говорил на Redmi Note 7 в PUBG дикие задержки. Да. Будет в PUBG, вообще в PUBG дикие задержки у всего с беспроводными ушами. Какими часами сейчас пользуешься? GT2, они хлам, я их использую для того, чтобы сделать очередной печальный обзор на них и сказать, что они мне не нравятся. Но я их ношу уже вторую неделю, потом буду Stratos 3 носить, очень надеюсь. Хотя у меня еще, наверное... потом Mi Watch, потом они придут через пару-тройку дней. Так что я бы хотел Stratos 3 носить, но Селяви блогинг требует, иначе буду я рассказывать вам по бумажке, что ли. Я же должен эмоции какие-то и практические свои наблюдения о девайсах. Я и так иногда по 2 часов ношу налево и направо. Привет, что за белые наушники? Только подключился. Проводные, потом расскажу и о них, и о синеньких тоже. Симпатичные, правда, но как-то женские. Они тут вот с алмазиком, мини-алмазик. Ну, понятно, что это пластик. Ну так, милота женская. Привет, есть какие-то недорогие смарт-часы? Нет, есть Mi Band 4, покупайте его. Сделай обзор беспроводных наушников за 150 баксов. Да ладно, нет. Я боюсь, что они... Нет, да и у меня есть за 100 рублей. Точнее, за 150 рублей. Егор, у меня есть за 100 рублей наушники, я их боюсь. Я слушал, вроде норм. Когда конкурс? Через минуту. Дальше, привет, кто зашел в эфир, вижу машинку для стрижки, что скажете? Побреюсь нагло, расскажу. Пришел регистратор? Нет. Знаю эти наушники, классное звучание. Какие именно? Ронда. У каких наушников звук лучше? У проводных, беспроводных? У проводных всегда, злой Карл. Планируешь делать обзор умного дома? Может быть, Дмитрий, в какие-то места. Фия 5. Дальше, ребят, скажите, пожалуйста, можно ли с IPX мыться в душе? Да. Ваше достопочтенное величество, можно. Иван, с днем рождения, искренне желаю успехов. Спасибо большое. Кто новенький пришел, не забываем прожать лайк. У меня сегодня днюха, стрим посвящен просто общению в первую очередь. И вначале я рассказал, что я собираюсь на Черную пятницу купить или не купить, и что у меня в корзине. Но это ни в коем образом не отражает, наверное, что я куплю. Потому что чаще из корзины я там процентов 10 покупаю, остальное это в горячих товарах что-то прям очень дешевое. По моему мнению, опять же, относительно обычной цены. Привет, что за затычки с ободком, как они? Bullets 2, топ, мои любимые уши для бега. Что за белые с камнями, название забыл, у друга такие давал слушать. Ронда, тебе зашли? Мне они нравятся очень по звуку. Но я говорю, я хочу плееры, потом уже буду делать обзоры на уши с плеером. Саня, на бюджет и средние экшн-камеры не планируешь делать обзор? Вадим, все экшн-камеры, опять же, по моему субъективному мнению, можно разделить на 2 категории. Те, что я не хочу тестировать, и GoPro, любое, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А их тестировать смысла нет, потому что если у вас есть 10 тысяч рублей, лучше купить GoPro бэушную, чем покупать что-то другое. Опять же, это мой опыт. Возможно, вы можете со мной не согласиться, но все мои товарищи, кто более-менее занимается любым видом спорта и использует экшн-камеры, используют именно GoPro. Кто-то покупает бэушки. Не видели Huawei FreeBuds 3? Егор, я уже раза 4 их заказывал, и 4-й раз мне все еще их не послали. Если не пошлют в этот раз, буду друга с Дальнего Востока просить, чтобы он купил, потому что стоят они космос, но я все время хочу дешевле, чем этот космос купить. Я заказываю за 11, в Китае они стоят 12, и я почему-то надеюсь, что мне их пришлют, но как-то пока не посылают. Будешь заказывать регистратор 70 мат? Он мне идет, но как-то очень долго. Дальше, розыгрыш, Владислав. Да, очень быстро проведу розыгрыш, друзья. Я думаю, что сейчас быстро проведем. Из последних 10 роликов делаем все просто в этот раз. Не ожидали? Генерируем 10 последних роликов, 6-й с конца. Считаю 6-й с конца, чтобы вам не мешать. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это T5. Xiaomi T5, наушники с характером, бла-бла-бла. Соответственно, на Xiaomi T5 я сейчас закину благополучно
ссылку получается, в этот Лайонзаровскую. Как только Лайонзаровская ссылка у нас будет активна, мы с вами сможем благополучно провести розыгрыш. Можете что-нибудь параллельно спрашивать, потому что этот процесс займет минуты 3, пока сам YouTube... Нил, закрой дверь. Вот, пока YouTube сгенерирует информацию новую на ролик. Дальше. Так, трансляция началась 63 минуты. Ваша, вы про уши или защиту? Наверное, про защиту. Поздравляю с DR. В телефонах Mi встроенный эквалайзер работает только с проводными наушниками. Как включить для беспроводных? Какой эквалайзер посоветуешь? Дрозд, я знаю, что есть плеер, я не скажу его название, на 4 PDA видел, и я его тестил даже, чтобы там вручную можно было поменять кодек. И вот там есть очень топовый эквалайзер. Посмотрите, я реально не скажу тебе, потому что меня интересуют в основном девайсы в стоке. Вот, когда я в стоке их тестю, это из разряда того, что я их взял и протестировал, тогда все работает. Как только я перестаю их в стоке тестить, это уже долипалово. То есть там доработка, эквалайзер, еще что-то, еще что-то. У вас есть Xiaomi Air? Вы про наушники? Да, наверное. Поздравляю с DR, спасибо большое. Не забываем прожать лайк, кто свеженький. Какой там желтый рюкзак у тебя? Как там желтый рюкзак? Норм, где-то валяется. Он летний же по цвету. Я брал Refab Go Pro Cision, 80 баксов, очень доволен, не сомневаюсь. Когда розыгрыш Mi Band'ов? Сейчас. Сейчас розыгрыш Mi Band'ов. Я, наверное, в общем, розыгрыши закончу на этом канале. Они меня достали. Во всяком случае, Mi Band я буду разыгрывать раз в месяц теперь, 2 раза. Так. 30 числа поменяю потом описание и делать буду отдельный стрим под это дело. Сейчас в Лайонзаре мы благополучно проверяем комментарии. Для этого нужно быть просто подписчиком канала и оставить коммент, для того, чтобы выиграть Mi Band 4. Из последних 10 роликов выпал QCY T5, там комментов 557 штук, соответственно, мы сейчас их быстро проведем. Есть другой канал? Нет. Зачем? Что давай уже? Меня тоже розыгрыши достали. Знаете, как меня они достали? Список подписок скрыт. Никак. Список подписок скрыт. Никак. Подписка. Sir Artesias. Вы выиграли Mi Band 4 и Tisa X. Годного обзора нет. Дмитрий, по-моему, вы мой старый подписчик. Поздравляю. То есть у нас выиграл сегодня Дмитрий и... Sir Artesias. Artorias. Все, видите, как все быстро, просто и безболезненно у нас получилось. Да, ты хороший человек? Думаю, нет, Ваня и Валера. Можно мыться. Полезные розыгрыши, будет новый канал. Нет, я думаю, что можно. В общем, 30 числа я теперь буду делать. Дальше. Сейчас многие блогеры благодаря розыгрышу набирают активность. Ну, начнем с того, что это целесообразно исключительно для больших каналов. Для маленьких каналов это минимально. Если вы заметили, только начинается розыгрыш, уходит человек 40. Привет, я поздно пришел. Все бывает так сказать. Что за уши лежат? Ответит кто-нибудь, какие наушники брать? Realme AirDots или Halo? Я бы Halo GT2 взял. А ты делал обзоры на продукцию Apple? Да, делал. MGir, у меня самый топовый ролик. Это из разряда того, что больше всего просмотров на... AirPods. 1 100 000, что ли. Так, спасибо большое, Артем. Поздравляю, спасибо за поздравления. Здорово, Питер. Алексей, пожалуйста. Белые наушники ETTF My Love Edition 2019. Спасибо, Ронда. Привет, пришли часы Mi Watch? Нет, вчера только выслали с Дальнего Востока. Как ты относишься к копиям AirPods за 200-300 рублей? Плохо. Это полный хламантин. У меня есть на i7, по-моему, обзор на канале, и мне они безумно не понравились. Прожимаем лайки. Днюха у меня. Будем считать, что таким образом вы меня поздравили. Я думаю, что сейчас долго друг друга мучить не будем. Еще поотвечаю на вопросы чуть-чуть. Давайте добьем до 500 лайков и закончим. Такая вот мотивация. Понятно, что это глупая мотивация, особенно для подписчиков. В смысле, да ладно, смысл мне прожимать лайк, если мы планируем общаться. Но я буду вам благодарен, как минимум. Ладно, пришел, давай нажимаем лайки. Спасибо. Я думаю, стоит заканчивать с розыгрышами. Слишком много халявщиков набегает. Проводите только среди своих спонсоров. А так канал подрастет, то тогда толку будет от этих розыгрышей. Алекс, я думаю, просто 30 числа буду 1 раз в месяц проводить, и все. С днем рождения. Спасибо большое. Я поставил лайк. Спасибо, Эндрю. Даешь обзор на копии. Да.
Что в тебе за часы на руке? Huawei GT2. Вова, стоит ли мне купить Redmi AirDots? Не знаю. Привет, Александр. Первый стрим. Первый раз попал на стрим. Константин, очень приятно. Спрашивайте, что вам интересно, пообщаемся. На Tron Smart Spanky Beat будет обзор. Не делаю его, потому что они мне не понравились. Так что, если хотите их купить, покупайте быстрее до моего обзора. Я уже 2 недели его не делаю, потому что меня про него спрашивают, про эти уши. И это будет негатив. В общем, сразу предупреждаю. Артем, и дикую я вам. Брателло. Что за телефон у меня? OnePlus 7T Pro последний и Redmi Note 8 Pro наверху. С чего я делаю стрим, снимаю стрим. Какие наушники купить на Алиэкспрессе? Какие захотите. Есть топ-10 на канале до 20 и до 50 баксов. Стоит ли покупать на Али? Да. Xiaomi топ однозначно. С DR меня с 2 аккаунтов выгнали уже. Fox, Mult, YouTube. Это точно не я, а может быть и я. Но вы не про меня, наверное. Что за серая коробка справа? Это не коробка, это колонки. И о них я скоро расскажу тоже. Ну, не скоро, а на следующей неделе. Очень давно собираюсь. Саш, а можно спойлер? Не понравились Spunky Beat из-за индикатора на наушниках? Нет, мне они не понравились из-за звучания и из-за ужасных амбушюр. И адекватные амбушюры туда не поставить. То есть я, в принципе, против вот такой вот лабутени. Кому я не давал, я сейчас сформулирую, каким образом я действую. То есть я даю людям послушать наушники с музыкальным образованием и чаще всего даю, допустим, обычные затычки, которые мне нравятся. Сейчас я GT2 даю. И когда они сравнивают GT2, те же хейловские, с этими ушами, ну как минимум все плохо. То есть у них ужасный звук, как из бочки. С чем угодно вы воспроизводите. Чем мне понравились? Так, ответил. Другие обзорщики хвалят, потому что у них внизу, как у всех, как у меня, ссылки в описании. Кто знает, тот поймет. На какую камеру снимаешь? На Redmi Note 8 Pro сейчас, на Huawei P20 Pro снимал, пока не раздолбал телефон. И на OnePlus 7T Pro буду сейчас снимать. Есть мысли купить наушники для плавания? Встречал я такой дрозд, но я думаю, что это перебор. Соневские, по-моему, только уши более-менее приличные делают. А еще вейфаны, по-моему, посмотрите. Какой лучший телефон до 10 тысяч? Ответил. Блин, выгнали, посмотри модеров, чтобы не выгоняли. Попроси. Да. Когда покупал телефон, пошлину платил? Нет, я купил его в Москве, 40 тысяч рублей. Когда там, дня 4 назад. Стоит ли брать Mi Watch? Об этом я расскажу на следующем стриме через дня 3-4, как только они придут, без разницы, будет это выходной или будний день. Я обязательно его сделаю, в первую очередь для своих подписчиков, потому что данные товары их интересуют. А если вы захотите присоединиться, мне будет только приятно, я буду этому очень рад. Как Бритова за 700 рублей жива? Да, Вадим, до сих пор жива, но уже там я ее 2 раза уронил, она так расползлась, но работает. Что нужно сделать, чтобы участвовать в конкурсе? Жесткач, спасибо большое, что удалили. С днем рождения. Не планируете обзор на все ручки Xiaomi? Олег, у меня денег не хватит их купить. Это не сарказм. У них столько, у Кара, допустим, моделей, там просто вот эти за 200 рублей, ладно. А есть по штуке, их очень много. Кажется, что их мало, а по факту, если покопать, то на краундфандинговой платформе там агигеих. В общем, не вижу смысла. У друга по смартфону Honor 8X машина проехала, у него только задняя крышка треснула. Везение однозначно, но вы же понимаете, что давление шин машины чуть-чуть меньше, чем даже если вы встанете на них, на эти смартфончики. Повторите, пожалуйста, ну и плюс еще ему дико повезло. Телефон до 8000 рублей, а то прослушал. Я не говорил, какой телефон хороший до 8000 рублей. По-моему, таких нет, к сожалению, опять же, по моему мнению. Но если вам нужно просто звонить, купите звонилку и все. QN купите, который у меня был на обзоре. QN 2 Xiaomi-шный. Я супруге его дал сейчас в отпуск, она на нем будет смотреть видео, как у меня сын говорит. А какой выбрать? Уже месяца 3, думаю, покупать Samsung Note 9 или S10e. Тот, что у вас в руке лежит, сходите в магазин, потрогайте, полапайте. Лучше OnePlus еще, попробуйте любой у кого-нибудь. Вот я у товарища видел 2 года назад, и тогда я не особо интересовался подобными девайсами. Я ему сказал, что это все лабутень, что ты не видишь пиксели, бла-бла-бла, плотность пикселей лабутень, скорость лабутень. А сейчас, видите, я пришел к тому, что купил их топовый девайс. И не для обзора, а для использования, самое интересное. Вот так меняются люди. Есть желание уйти с работы и заниматься только ютубом? Алекс, пока нет. Пока есть просто желание уйти с работы. Пробовал играть на iPad PG30. Fox нет. До 8000 Zenfone. Zenfone вообще топ.
кстати, да. Спасибо, что помогли. Видите, какой удобный чат? Мы друг другу помогаем. Та-да! Лол, после розыгрыша 50 человек убежали. Халявщики. Нет, Шамиль, они перед розыгрышем убегают, если вы не заметили. Как только я объявляю розыгрыш, народ разбегается. Подскажите, стоит ли брать? Я их понимаю, потому что это все особая форма мазохизма, смотреть на этот убитый экран и ощущать, что ты один из этих людей, которым нужна халява. Тут даже не дело в том, я уважаю людей, это не халява, это приз. Я считаю, что это нормально хотеть приз. Просто смысл в том, что тратить свое время ради этого, ну, как минимум, глупо. Потому что либо ты выиграешь, либо нет. Это как покупка лотерейного билета. И сидеть над экраном с этим лотерейным билетом, в моем понимании, глупо. Купил, лежит, потом проверил, и все. Вот. Если не секрет, кем работаешь? Инженером радиоэлектронных средств. Прям вообще, вот, прям им работаю, как и по диплому. OnePlus Bullets 2 стоит брать? Как по-вашему лучше? Huawei Watch GT или GTR? Смотрите мои обзоры. Я не хочу идти по тонкому льду. OnePlus Bullets 2 топ, а по поводу Watch GT или GTR вы должны выбрать для себя сами. Мне Huawei не нравится, это мое мнение. Дальше OnePlus Pro, понятно. Zenfone хорош ненадолго. Но это любой телефон можно так. У моего дяди, кстати, такая же фигня с OnePlus. Стоит ли менять Note 7 на Note 8 Pro? Думаю, нет. Если 4 гектара есть. Почему перед розыгрышем? В чем причина, как вы считаете? Шамиль, потому что эти розыгрыши им не нужны. Я тоже реально не тратил бы свое время на это лабутение. Если я пришел на стрим пообщаться и послушать вот этот вот кликанье, сейчас я 5 минут буду во время стрима кого-то выбирать. Ну, притом прошлые разы я помню, что розыгрыши по 7-8 минут занимали. Мистер Кэт, никто вас не игнорит. Посмотрите количество сообщений и послушайте. По-моему, у меня нет вообще пауз в разговоре. Стоит ли завтра идти на физру? Fox Game. Однозначно стоит идти на физкультуру. Однозначно стоит заниматься спортом. Не пить, не курить, не употреблять наркотики. И по возможности думать, каким образом заработать деньги. А может быть, даже не заработать деньги, а в первую очередь самореализоваться. И если вам кажется, что это какой-то из разряда «я пичу у вас информацией», пичить же помните откуда? Это сетевой маркетинг, одно из слов таких особых. Так вот, к чему это все? К тому, что вопрос выживания стоит очень просто. Либо ты пытаешься и делаешь из этого молока сметану, а потом масло, либо ты умираешь. Я не знаю, движение жизни, остановка смерти. Это довольно тупая позиция, но мне она импонирует. Вы же видите, что не все обзоры у меня хороши, не все стримы хороши, но я пытаюсь, я стараюсь. Я считаю, что это правильный подход. У кого-то другой подход, кому сверху что-то упало. У большинства нет. Но у нас не об этом канал, правильно? Придется идти. Не пить, не курить, все равно хана. Да, одна дорога у всех. Жену тоже побреешь? Не смешно, солдат. Жена у меня уже через часов 16 будет в Барселоне, а я буду с сыном через 16 часов вести его в школу. Что лучше, T5 или AirDots? У меня сейчас уже голова очень плохо работает. Я T5 взял, потому что они дешевле. Вы имеете AirDots какие? AirDots много просто, Кэт. Впервые слышу про питчинг. Морда, вот так. Я могу рассказать про это, наверное, на стриме для спонсоров. Это слишком печальная такая история. К слову о розыгрышах. Как тебе идея творческих розыгрышей? Феникс, это грамотно, но мне кажется, что... Я не знаю. Привет, идея норм, спасибо. Привет, добра и удачи, что за ТВС-наушники без проводов маленькие у часов. Это не ТВС, это проводные уши, просто провода отдельно. Вот такие вот провода у них. И потом я о них сделаю обзор, как только мне придет плеер нормальный. Может, чуть-чуть раньше, если я не дождусь его. Какие лучше часы взять себе из топ-5 на канале? Почему OnePlus хотел же Honor? Потому что передумал Олег. И я думаю, это сделал правильно. Ни один подписчик мне написал купить OnePlus, и я его купил. Я не разочарован. Есть ли стилус для Android с тонким наконечником, как у Apple Huawei? Думаю, да, но стоят они точно не дешево. Я бы не сказал, что твои обзоры не хороши. Спасибо, Константин. Как получить модерку? Я хочу купить. Смешно. Зачем она тебе? Как вы все успеваете? Динар, я не знаю. Я вот честно не знаю. Плохо мне уже. За 2 года блогинга стало что-то как-то плохо. Надо поменять режим дня. Honor или Honor? Honor. Аж не читается. Очень крутой трек у тебя был раньше кроликом. Подскажи, плиз, название, никак не могу найти. У меня несколько, штук 7 треков, поэтому один из этих треков это 8 друзей Оушена, только с женщинами. Я не помню, как фильм называется. Посмотрите, вспомните.
Так, ну да тебе денег дать. Вот, пожалуйста, платные сообщения есть или стать моим спонсором канала. И потом при желании можете перестать быть спонсором канала, но не об этом, а разговор о том, что было бы неплохо, если бы вы прожали лайк, если вы свеженький, желательно подписались на канал и поставили колокольчик, мне будет очень приятно. Команда, как вы видите, у нас такая компания собралась очень разумная и взрослая, и мы друг другу стараемся помогать. Дальше... Ронда, он 5 моих сообщений проигнорил, так что нет, не легче. Варвар, Денис, конечно, актуально. Я не игнорю сообщения, не успеваю все читать. Ронда, зачем? Нынешний логотип топ, только цвета не самые причинные. Шамиль, ужасный логотип, я с вами согласен, но этот логотип сделала моя супруга, и мне он как бы... Я уже привык к нему, хотя он вырви глаз. Это самый неадекватный логотип с точки зрения подписки, какой только, наверное, может быть. Но вы его зато сразу замечаете, да? Блин, я помню, когда у тебя было 10К. PUBG, я помню, когда у меня было 30 человек. Но вы все же заметнее. Да, заметнее. Ронда, напишите мне. Я постоянно пишите, что я не читаю ваши сообщения, но читаю. С днем рождения. Спасибо, Ренат. Не дочитал. Слышал про ТВС наушники Анкер. Не нравится мне фирма Анкер. Дальше... PUBG, закинь донат, значок в виде доллара справа. Угу, спасибо. Очень прикольное лого, но цвета жене респект. Спасибо, Шамиль. Егор, здорово. Huawei Mate 30 Pro примерно когда будет? Когда я его куплю? Он стоит эгегей и йо-хо-хо. Я понятия не имею, каким образом по этой цене объяснить супруге, что мне нужен еще один телефон за 60 тысяч. Дальше. Привет, польза. Ответь по поводу Stratos 3. Рентабельно ли переплачивать вместо Stratos 2? Если брать часы, то только с Polaris 10 за 5500 на iCover. Уложусь ли на 20к со Stratos 3? Брал с рук в Питере за 5200 Polaris 10. Stratos 3 реально, мне кажется, купить за 11 на Алишке, но как-то его плохо посылают по отзывам пользователей, поэтому лучше можно купить Stratos 2. Купите Stratos 2, ничего смертельного, но заряжать чаще надо будет. Только присоединился, удачного тебе. Тот самый, спасибо. Твой логотип ни с кем не перепутать. Что лучше взять, Mi 9 или Mi 9T Pro? Девятку я тестил, не особо понравилось, T Pro не знаю. Какие ТВС наушники вкладыши лучше? Есть топ-10 на канале до 20 до 50 баксов. Ронда. Так что давай творческий конкурс на логотип новый. Куда полезнее рандомных розыгрышей. Ронда. Ладно. Идея норм. Идея даже топ. Сформулирую и преподнесу. Но надо, наверное, что-то прикольное пообещать. Что-нибудь буду крутое разыгрывать тогда за лого. Так. Когда тогда новый топ дорогих и средних ТВС? Новый топ дорогих и средних ТВС. Скоро. Ручка Xiaomi металл хорошая. Она не металл, она пластиковая. Вообще у Xiaomi все ручки хорошие. Студия темы Лебедева тебе поможет с лого. Смешно, Олег. Я тогда удавлюсь. Мне кажется, что я сделаю лучше. Отправляйте ссылку на проверенные неподдельные дотсы. Очень много палева стало. Ясно. Согласен насчет творческого конкурса лого. Да что ж вы все на мой логотип напали, друзья? Вы же мои подписчики. Есть обзор на копию AirPods 3? Нет, у меня даже на AirPods 3 нету обзора. Что лучше, Xiaomi Mi Air 3 или Redmi Note 8? Мне кажется, 8 будет лучше, но не факт. Не забываем прожать лайк, кто свеженький, кто новенький. У меня сегодня день рождения, и мы сегодня стримим просто из разряда поболтать уже. Когда будет обзор на Mi Watch? Как только они мне дойдут, 3 дня назад, точнее, или вчера выслали мне с Дальнего Востока. Норм лого, спасибо, хоть один человек меня поддержал. Логотип хороший, его хотите? Да, я хочу сменить, но я пока не уверен, как. Говорят, что Mi A3 очень сильно глючит. Да вообще у Xiaomi телефоны все, по-моему, глючные. Сейчас на меня нападут. Но они своих денег стоят. Вот. Как я сразу вышел из ситуации. Откуда все это заказывали? AliExpress 9 из 10 товаров. Это AliExpress, друзья. На Note 8 Pro наушники с aptX Norm будут звучать. Должны? Да. Хайповая тема. Конкурс на раскраске логотипов. Вспоминая 17 мгновений. Да, Морда. Морда, ты серьезно хочешь, чтобы у тебя твое имя звучало как Морда? Может, Мора просто, да, уберешь и все. Призрачный снайпер, здорово. Смотрю канал Гота, ничего не выиграл. Что-то я не так делаю? Нет, просто это логично. Я говорю, из-за розыгрышей смотреть это нерационально. Хотя некоторые выигрывали по 2-3 раза. Я заблокирован, моих сообщений не видно. Нет, Артем, видно, просто не все сообщения я успеваю читать. Посмотрите, сколько их. Попробуйте прочитать сами.
и ответить еще при этом. Саш, забыл MSFIT BIP, сейчас MSFIT Pace. Очень нравится GTR, стоит ли переходить или что посоветуешь? Что тебе нравится тот самый? Я бы взял, если вы имеете GTR, это кругленькие или квадратненькие GTR, GTS норм, вот мое мнение, со своими задачами справляются. Если вам нагрудный датчик не нужен, берите их. А магазины можно упоминать? Хочу задать вопрос. Если AliExpress, да. Note 8 Pro очень лагает. По моим меркам тоже, да. Хотя люди пишут, что нет. Или это из разряда Everybody Lies. Суперканал быстро и просто. Спасибо большое, Алексей. Саня, забей на лого. Не лого красит канал, а ты сам его ведущий и основатель. Олег, спасибо вам. Все норм, что парится по логотипу. Окей. Привет из Литвы. Лайк. Едогаз. У меня супруга латышка, правда, ну, рядом с Литвой. Из Латвии. Так она украинка-белоруска, но с гражданством Латвии была, с гражданством. Я просто однажды посмотрел на свое фото и понял, ну и морда отрослась, теперь худею. Нет, ну можешь оставить море, потому что мужчины должны матереть любые. И рано или поздно это происходит, а похудеешь, все равно будешь море. Помнишь, сигареты были море? Может, они уже еще есть. Пользуюсь только Xiaomi, не глючит совсем, самая лучшая компания. Лонцик напал, Лонцик, да, Xiaomi топ. Какой смартфон взять за 20-25? OnePlus, по-моему, 7 можно даже. Я из Казахстана. Грифер, приятно. Альё, могу сделать лого бесплатно. Гулзат, спасибо, но мы, наверное, и правда сделаем какой-нибудь конкурс. Зачем его бесплатно делать, если можно выиграть какой-нибудь подарок? Только я придумаю, какой, хорошо? Чтобы он был нормальный. Насколько Stratos 3 улучшились по сравнению со вторыми? Артем, у меня есть целый стрим по поводу этого и целый обзор. Посмотрите, не буду сейчас основного количества подписчиков, которых человек 100, и знают об этом, повторять одно и то же. А я их даже не курил, только бросил уже 11 лет как. Молодец, морда, я как раз тоже где-то, ну не 11, я 10,5 не курю. 10 с лишним я не пью, 10 лет, 1 месяц, 4 дня. После BIP не смог привыкнуть к GTR из-за дисплея, взял Stratos 3. Виктор, вы огонь. Уважуха. Привет из Бреста, Беларусь. Приятно. Как придумал название канала? Владислав, я не помню. У меня было Пользаком, а потом мне много людей писало, что я кашу под один огромный канал, и я, в общем, поменял на Пользанет. Потому что, ну, мне кажется, прикольно. Те, кто старики, они знают, что нет это сеть. Те, кто не старики, а молодежь думает, что пользы нет. Вот как бы да. Да, все розыгрыши прошли. Сайлабл S101 годные уши по звучанию. Да, Максим, но аудиофилы пишут мне, что там перекручены басы, хотя по моим меркам низкие частоты это хорошо, особенно для рока, учитывая, что громкость у них топ и великолепно слышно разделение между высокими, низкими и средними частотами. В общем, проще говоря, там даже каждый инструмент слышно, хотя выглядят они убого, мне эти уши понравились. Море, да, больше, да. Хорошо. Просто какой-то текст. Алексей, не надо спамить, это очень осложняет чтение. Розыгрыш прошел. Почему Pixel 3 не рассматривал? Денис, там очень много подводных камней. У Гугла можете почитать про это дело. Бился, обленился. Варвар, он как бы не напрягался, он просто очень умный с точки зрения рекламы мужик, и я его очень сильно уважаю за это, потому что это как он создал канал как будто это телеканал, как ОРТ, 8 лямов. 8. И какую бы бредятину он не гнал с экрана, чтобы он не пичил, люди ведутся, люди потом нападают на маленькие каналы наподобие моего с воплем, допустим, Элари топ, и ничего, и человек делает деньги, все выигрыши, кроме шелупони типа меня. Ладно, стримы только для выходных? Нет, я думаю, что будут у меня, когда Mi Watch, я сразу проведу стрим, будь то среда, четверг, пятница. Низкие частоты для рока, да. Какие вкладыши до 1500 посоветуешь? Топ-10 на канале до 20 баксов есть. Какие беспроводные наушники лежат? Xiaomi R2 вкладыши. Пользы нет, но как бы она есть. Да, Гулзат, именно в этом идея. А где музыку берешь, на видео платная ли она? Владислав, меня за нее периодически банят, поэтому не сыпь мне соль на рану. Все поняли, машина или мотоцикл? Мотоцикл, но у меня нет ни прав, ни машины, ни мотоцикла. Каким образом, Динар, знаете, я купил первую свою квартиру, я копил себе на мотоцикл, очень крутой, накопил денег и понял, что я уже не хочу заканчивать жизнь понятно как, и решил купить квартиру, взял ипотеку и взял. Вот, вложил эти деньги. Вот такая магическая история. Я думаю, вы догадываетесь, какой байк я хотел брать. Спойлер,
европейский. Ладно, надо было тоже в Испанию ехать. Нет, Андрей, Испания для слабаков. Настоящие мужики, они живут на севере, водят пацанов в школу и делают обзоры со стримами. Мой подход. Польза.нет, закажи i9 ТВС вроде наушники, что о них скажешь? У меня есть обзор на канале, ничего говорить не буду. Моноклеса. Моноколеса. О, морда, жесть. Саша, давайте я буду искать и советовать разные товары Xiaomi, как идея. Егор, знаете, без оскорблений очень много у меня людей, которые советуют разные товары Xiaomi. И по большому счету, я вчера подсчитал количество роликов, которые я могу запилить. У меня просто логично не хватает рук, потому что я сам все монтирую, аудио, тексты, т.д. и т.п. Но около 46. Вот уже на 46 товаров у меня готов видеоряд и частичный текст. Но это тяжело. В общем, если я делаю стрим, то этот день вылетает напрочь сразу. Потому что кажется, что вроде бы болтать час, два, три – это мелочь жизни. Нет, даже мне это тяжело. Иногда. Ну, в конце. Когда я общаюсь с вами, мне очень приятно, весело и интересно. Но потом слабость. Всю True Story пропустил. Только на словах. Взял ипотеку, зашел. Копил на мотоцикл, хотел на нем кататься и сделать себе плохо, но в итоге купил квартиру в ипотеку. Привет, Польза.нет, только зашел на стрим, запиши, пожалуйста, после стрима список того, что планируешь купить. Вайзер, да это все лабутень. Я в следующий раз, наверное, 29 ноября вообще сделаю вот прям перечень, если вы не против. Я думаю, ставьте плюс, кому вот интересно, что бы я прям купил или что я купил. 10-го с этими, Андрей Шакин. Ударение в моей фамилии на первый слог. Шакин. Андрей Шакин. Запомнил. Спасибо. Мой первый подарок сегодня. На этом стриме, по-моему, с утра были еще подарки с утра. Вы, по-моему, человек пятый, кто меня поздравил. Материально. Остальным огромное спасибо за моральное поздравление. Лайки – это тоже огромное поздравление. Спасибо большое. Я уже забыл, по поводу чего я плюсы спрашивал. Все, окей, сделаю сет, сделаю вайзер и призрачный снайпер, но... Надеюсь, это вам поможет. У меня с тренировками так. После тренинга головой работать тяжело. Есть такое дело, да. И это из разряда того, что я в этом году очень мало бегаю. Почему? Потому что либо это блогинг, либо это спорт. Вот когда у меня спрашивают, нереально соединять серьезное занятие спортом и блогинг, потому что отдача очень серьезная, особенно когда тебе за 30. Это без выделываний, тем более, когда ты живешь не где-нибудь в Сочи, а на крайнем севере. Будет обзор на Xiaomi 4K делать, а у меня вроде бы был на канале обзор на нее. Я тоже поздравил. Спасибо, Динар. Будет обзор на Xiaomi лучшие ТВС наушники, на твой взгляд. Миф OU5 не нравится. И OU4 тоже, хотя я их не тестил. OU5 тестил. Ну, так себе. Гул зад. Не надо вот такого нападения на товарищей. Спасибо за лайки, все, кому не жалко. И спасибо за то, что на стриме. Какой плеер FIE заказать? Какая модель? Пятую M5, по-моему, я заказал. За 1006. Привет, помоги советом 11 числа, пожалуйста. Что лучше по звуку, Weiser TP1 или Sabat E12 Ultra? Я считаю, что и то, и другое переоценено в плане цены. Поэтому не буду выбирать. Так музон Ютуба нужно обязательно покупать или нет? Спрашиваю у тебя, потому что у тебя есть опыт. Я не беру музон Ютуба, но его не надо покупать. Есть те вещи, которые мне бесплатно. Ну, есть та музыка, которую я использую бесплатно, но я как-то особо не заморачиваюсь. Ее практически не слышно. Я на крайнем, наверное, не смог. Велозон. Велосезон это да. Хороший звук во время тренировки это хорошо, но это ведь может добавить опасности. Алексей, поэтому в AirPods слышно все. И, в принципе, я не слушаю наушники, только если булятся вторые, если вообще какая-то лютая тема из разряда надо себя мотивировать. Саша, какие беспроводные уши для PUBG без задержки звука? Никакие. Никакие. Я имею в виду ссылки на донат нет. Так сообщения платные на стриме и все. Здесь нет никаких ссылок на донат. Вот. А может добавлю когда-нибудь. Но пока не вижу смысла. Можете просто стать спонсором канала и все. И все. Порекомендую беспроводные наушники до 20 баксов. Есть топ-10 на канале, можете посмотреть. А так Hello GT2, их нет в топе, они одни из последних. Можно доверять Алику, да, но морально всегда готовым быть вернуть деньги. Деньги без проблем они возвращают. С DR можешь рассказать, показать о новой тренировке фитнес на MSFit 3? Никодим пока нет, я их пока не тестирую. Видите, у меня на руке что. И потом я буду тестировать... Завтра пробегу с ними еще разок. Потом буду Mi Watch тестировать, так что пока не вариант.
Здравствуйте, поздравляю от всей души с днем рождения. Спасибо большое. Сколько ты тестировал Pamus Lite? Что скажешь по глюкам удобствам? Роман, я вообще не тестировал Pamus Lite. Я считаю бредом покупать наушники no name за такие бабки. Вы уж простите, меня просто все время накрывает. Это вы жертва сетевого маркетинга. Никаких... Вы можете мне верить, можете нет. Можете посмотреть по каналу. Нормальные затычки стоят 20 баксов. Топовые затычки стоят 100 баксов. Но у них есть имя. У ПАМу имени нет. Они распространяют свою продукцию через блогеров, не продаются на Алиэкспрессе, потому что не хотят на себя комментарии. И стоят в овер дофига и минимум в 2 раза дороже, чем они должны стоить. Я думаю, ответил всем. Это опять же моя позиция, и я такие наушники обозревать не буду. Почему? Потому что то, чего нет на Али, меня все время вгоняет в определенного рода ступор. Я когда-то занимался сетевым маркетингом, я понимаю, как продается Kirby, для чего нужны вот эти все штуки и ТЧК. Все, закроем эту тему. КЗ кнопка доллара не работает. Ну, все бывает, так сказать. Дальше. Спасибо все равно за попытку, Гулзат. Пользуясь нюхай, ты не пьешь, я за тебя махну стаканчик пива. Гулзат, кстати, у меня в ВК есть возможность доната. За, по-моему, 3 месяца, что она висит, мне задонатили 10 рублей. Можешь задонатить еще 10 и будешь вторым. Повтори еще раз, как зовутся наушники до 20 баксов. Halo GT2. Предпоследний ролик на канале, по-моему. Я тоже махну на здоровье Вискарика. Андрей, как бы я хотел Blue Label какой-нибудь. Нет, уже не хотел бы. Вы видели, сколько он сейчас стоит? На тебя злятся на почте за эту кучу посылок. Владислав меня ненавидит на почте, как минимум. Сколько держит MSFit GTS Always on Display? По-моему, было в обзоре или на стриме. Недолго. Недельку, по-моему. Я тоже махну за здоровье. Так, стоп. Pamus Lite от Xiaomi продаются официально. Чего Pamus стали от Xiaomi? Да ладно. Роман, на Алиэкспрессе мне скиньте ссылку, что Pamu Xiaomi купили или не знаю. Вообще просто на Pamu на Алиэкспрессе. У Xiaomi все товары, даже до краундфандинговой платформе, есть в 99% на Алиэкспрессе. Вон у распаковки вечно бомжик от покупок в ВК и подобных. Бомбеж. Ничего не понял, но окей. На каких ТВС-наушниках хороший микрофон до 50 баксов. Есть топ-5 лучших наушников, по моему мнению, на канале. Привет, ДР, сегодня ты второй раз стримишь. Почему не отмечаешь? Я таким образом, Семен, отмечаю. Я не знаю, как вам объяснить. Для меня, наверное, мне реально приятно с вами общаться. Джек Дэниелс. Нет, Андрей, я не пил Джек Дэниелс. Я пил Blue Label, это было давно и неправда, как говорится. И, как говорят, я перепил его. Видите, пытаюсь шутить. В общем, алкоголь – это зло. Не было у меня дружбы с ним, и слава богу. Я тоже махну чая за здоровье. Благодарю. Он купил квартиру в доме почты? Нет. Будут ли скидки на iPhone 7 Plus, DNS, Eldorado, M-Video? А почему нет? Может быть. А почему вы не боитесь, не купите в каком-нибудь маленьком магазине с очуменной скидкой? Зачем большие такие? Привет. А вот еще подумал, стоит ли докопить и купить QC-White 5? Стоит. Мне они понравились. Сколько MSFit GTR Always живут? По-моему, 5-7 дней. Ну, посмотрите, по-моему, 5 или 6. У меня же был обзор на канале. Что ж вам, лень? OnePlus, первый основной телефон, да, Гулдзат, будет теперь основной OnePlus 7T Pro. Не забываем лайк, все-таки у меня сегодня днюха. Я вам сегодня разыграл 4 девайса, 2 Mi Band 4 и 2 пары наушников. Вот, и плюс общаемся второй раз за день, и уже 96 минут, фактически, получается 5 часов сегодня я провел на стриме. Благодаря вам, мне на нем не скучно, я думаю, вам не скучно тоже. Колонка в чехле, да. Пользуешься ли телеграм-каналами со скидками на Али? Владислав, это еще то разводилово. Если вы знаете, сколько мне человек писало по поводу подколов больших каналов с этими телеграмками, кто заказывал там. Но я не буду спамить, точнее, негативить. Нет, не пользуюсь. Я умею пользоваться поиском на Алиэкспрессе, на GD и на Бангуде. Если мне что-то нравится, то я ищу хорошо. Польза нет. Что лучше брать, FreeBuds Lite или Air 2? Одни затычки, вторые вкладыши. Конечно, затычки всегда лучше по звуку. Но Air 2 мне понравились. Я не знаю, в общем, выбирайте сами, но, опять же, по звуку я вам сказал. И по внешнему виду они лучше. Форм-фактор в часах ощущается, имею в виду квадратные или круглые? Нет. Но мне квадратные больше нравятся, хотя я ношу круглые, видите. И Stratos 2 мне больше нравились, в принципе, чем BIP по форме. Но вот если брать GTS и GTR, мне нравятся больше квадратные. Ты пробовал отключить на Stratos датчик CSS, чтобы использовать его только как GPS-трекер? Нет, не пробовал, Андрей.
Расскажи про рефаунды и стоит ли делать это со своего АКа. Я не понял, я даже не знаю, что это. Может, я не понимаю слова. Не знаю. GT2 есть шум на заднем фоне? У меня не было Predator. Вебки принципиально нет или другие причины? У меня есть Goals от вебка, она снимает хуже, чем этот телефон, поэтому вот так. Термосы от Mi будут? Были. Еще будут. Мне не нравятся. Но они такие дорогие. То есть, вы понимаете, допустим, в Икее 500 рублей термос. Xiaomi-шный приличный 1500. И вот вопрос дня. Ну, делал я обзоры на них. Они также дохнут, как и киевские. Буду еще делать. Окей. Самое выгодное предложение на Черную пятницу до 1000 рублей. Huawei GT2. Ой, Hello GT2. Стоит ли брать Xiaomi Mi 9T Pro, Honor 20 или iPhone 7 Plus? iPhone 7 Plus. Однозначно вы не прогадаете. Только еще раз поздравляю. У моей жены iPhone 7 Plus, она рада. Рефанд – это возврат средств. Да, конечно. Почему не делать возврат средств на основную карту? У Zenfone нет 20 бренда. Не понял? Если не любишь лопаты, купи Mi 9 SE. А что лежит за проводные столы? Это наушники, о них я сделаю обзоры потом. Рефаунд – это спор. Понял. Будет ли топ с проводными наушниками? Саша, расскажи про рефы в Соли. Там все очень сложно, не буду рассказывать. Я не шучу, кстати. Будет ли топ по проводным наушникам? В ВК можете написать, если вам прям совсем интересно. Очень мутная тема. По проводным наушникам будет, когда я прям стану разбираться в этом настолько, насколько я уверен в себе буду. То есть, проще говоря, я в них уже, по моему мнению, начал разбираться, но мне нужен хороший плеер, чтобы поставить точку над «и» для себя. Привет, ты очень крутой контент делаешь, смотрю тебя с удовольствием. Максим, спасибо большое, мне очень благодарен таким людям, как ты. Но Паму там есть, окей. Banggood, где Mist Паму есть? Как тебе модели Realme 3 и Redmi 7? Они как раз до 8000 стоят или чуть больше. Не тестил. Redmi 7, когда 8000 стоили? Я за 9,5 покупал, по-моему, дешевле не было. Может быть, где-то. Что за GT2 по-английски пишется? Halo GT2. Аймер, зайдите просто на канал. Третий обзор, по-моему, предпоследний. Артем, меня Саня зовут. Я бы брал iPhone 7 Plus. Я бы не брал iPhone 7 Plus, он устарел. Лонцик не берите. У меня же спрашивают. Лонцик не советуют. Сделай видео про возвраты и споры на Али. Он есть, Александр, этот обзор, ролик на канале. День рождения, грустный праздник, особенно без градуса. Гулзат, вы не правы, я очень рад, что у меня день рождения. Я рад, что вы меня смотрите. Я рад 500 лайков со стрима и 100 минутам общения с вами. Вот. И это не сарказм, от чистого сердца. Странно, но так. Я бы не брал, понятно. Здравствуйте, на какие амбушюры стоит поменять дефолтные в наушниках QC White 5, чтобы улучшить бас? Всегда, везде, на те, что у вас уже были. Говорю, берите проводные Соньки, те же, снимайте с них, вот когда-то вы юзали их. По-любому у вас где-то валяются наушники топовых брендов. Снимите амбушюру оттуда и повесьте на своих дешевые ТВСки, и все будет good. Возврат средств. Некоторые люди кидают продавцов даже на нормальные товары типа обман. Нет, Егор, я считаю, что это неправильно, и я этого не делал, и советовать по поводу этого не буду. Привет, с днем рождения, счастья, здоровья и любви. А почему нету оплаты в PayPal? Я не знал просто, что вы имеете в виду. В ВК я просто в Израиле и задонатить в Ютубе не могу. Там есть какая-то у меня... Там можно через группу, через PayPal. Так, у всякого своей радости. Ну да, у кого-то грустный без градуса, тот алкоголик. Да нет, но перестаньте, давайте только не будет заруба. Я уважаю тех, кто может синячить, у кого в жизни при этом все хорошо. Выпивать и у кого все хорошо. Пить и останавливаться, пить хорошие напитки и ощущать разницу между Black Label, Red Label, Blue Label. Не знаю, понимать разницу в хороших винах и в сивухе. Вот. Или просто пить хороший самогон и ощущать себя при этом счастливым. Почему нет? У каждого свой кайф. А на 10 тысяч какие телефоны посоветуете? Ну вот Realme советуют, я их не тестил. Redmi Note 7 я советую, но опять же с 4 гигами оперативы и больше. Снимаешь распаковку, проверяешь, все ли дело без склеек на видео, и если проблема, выигрываешь в споре с вероятностью 80%. Да, Ронда, мне радости в Саше вполне импонирует. Спасибо, Морда. Море.
С днем рождения вам счастья, здоровья, процветания вам, вашей семье и каналу Фрокс. Большое спасибо, Андрей. Понятно, у тебя дисплей на OnePlus выгорает на 10% яркости. Я не совсем, Владислав, идею, вообще смысл этой фразы не понимаю. Что значит выгорает? Что значит не понял? Выгорает? Я ничего не вижу при 10%, если вам интересно. При нуле я не вижу. Да нет, все норм. Я не знаю, как понять выгорает. Дальше. А почему в названии видоса есть Xiaomi, даже когда его нет? Аймера. Дело в том, что я, в отличие от остальных блогеров, очень люблю ползать по магазинам. То есть, можно сказать, что это мой такой крупный супер негатив. Я шопоголик. Но уже меньше шопоголик, потому что как-то я насытился товарами ввиду блогинга. Так вот, у Xiaomi есть краундфандинговая платформа. Если хоть раз, хоть один не имбецил зайдет, я имею в виду не имбецил, потому что люди, по сути, занимаются командами блогингом. То есть, даже у кого там 30 тысяч подписчиков, 10, есть люди реально там 3-4 человека. Если у 4 человек не хватает мозгов зайти, на китайский сайт, найти краундфандинговую платформу, которая принадлежит Xiaomi корпорации, и посмотреть, какие товары там есть, то извините, стадо имбецилов. Вот по-другому не сказать. Почему я злюсь? Потому что люди их смотрят, а потом мне народ написывает: это же не Xiaomi. 9 из 10 товаров, в которых на Али пишут, что это Xiaomi, это Xiaomi. То есть просто тупо они на краундфандинговой платформе свои товары продают. Почему? Я скажу так, мое наблюдение. Они сначала продают на краундфандинге, если товар заходит, они берут себе его в магазин. По-моему, так было. Я не буду перечислять фирмы, с которыми так было, но, проще говоря, сяомисты скупили очень много всего. И когда они покупают маленькую фирму, чтобы не позорить свое имя, образно говоря, и если они, может они планируют его вводить там в Миджу, либо планируют в большие какие-то свои 83 дочки официальные ввести. Иногда нет, иногда просто хотят поднять бабла и не заморать свое имя. Вот это краундфандинговая платформа их, ТЧК. Йопин. Да, Юпин, вот название площадки. Спасибо, Фрокс. Но, кстати, у них не одна площадка. Вот. Кнопку не прислали, Владислав? Я же сказал, для подписчиков будет 130 тысяч, тогда я напишу на нее чего-нибудь. По-моему, там даже адрес у меня неправильный. QC White опять нормально звучат на Xiaomi Redmi Note 7. Они даже предложения мне не посылали по поводу кнопки. Я, по-моему, должен заявку сам написать. QC White опять нормально звучат на Xiaomi Redmi Note 7. Ну, да. А почему? Потому что Xiaomi топ за свои деньги, да. Что за чехол с карабином? Это колонки. Что думаешь о роботах-стекломоях? У тебя есть? А будет? Морда? Ну, как бы нет. У меня нет, а я не вижу особого смысла покупать робота, если у меня всего 2 окна. Вот. Саша стриптизершу потешить в ДР заказал на вечер. Олег... Вы будете смеяться, я очень даже за женщин, но я женат, это раз, а два, я никогда не интересовался, если честно, такими штуками. Почему? Я не знаю, в моем субъективном каком-то мире покупать женщину неправильно. Так же, как покупать мужчину. Вообще людей покупать неправильно. Вот. Это такое, можно сказать, больное отношение к данному вопросу, но я считаю, что все мы человеки, и если твое сознание подразумевает, что ты можешь кого-то купить, это уже нехорошо. Вот. Это, извините, что юмор я перевел во что-то такое. Xiaomi размножаются почкованием, это точно. Meizu живы еще? С Meizu какие? Не помню. Слышал о том, что магазин на Али встрял на 5000 заказов OnePlus 7T. Вполне возможно, 7 OnePlus только скупают, просто прям нереальное количество. Я говорю, можете посмотреть, как распродаются они, и можете попытаться заказать, и не факт, что они вам придут. Сашка, с днем рождения. Спасибо, Фрол. Давно тебя не видел. Мора, ну да, на 2 окнах, да, большого смысла нет, конечно. Краундфандинг, объясните, мист, это когда люди собирают средства на то, чтобы какой-то товар выпустили, а группа людей пытается убедить других людей, чтобы они им дали деньги, чтобы сделать там, допустим, наушники, фанкл, допустим, вот на обзоры на канале есть у меня наушники, на них набирали как раз средства, потом на что еще? На много чего. Так, вот видите, Фрокс сразу все по-умному расписал. Какую воду вы пьете с семьей? Покупаете, заказываете в бутылках? Я покупаю Шишкин лес. Могу вам 2 5-литровки показать, чтобы доказать, что я покупаю именно их. Еще неплохая вода. Сейчас скажу. Липецкий бювет. Вот это 2 вида воды, которые я пью.
Вот так. Покупать неправильно, но люди продаются. Гулзат, но это не значит, что мы должны их покупать. Какие ТВ-суши взять до 3000 моделей? Настолько много, что мне страшно что-либо покупать. Топ-10 на канале до 20 баксов, смотрите. Либо топ-10 до 50 баксов, смотрите и выбирайте. Что думаешь насчет беговых дорожек Xiaomi? Мана, я думаю, что мне предлагали ее на обзор. Я отказался, потому что это бред сивой кобылы. За такие деньги, такую скорость. Мои Funkle Eye сегодня наконец-то обменяли амбушюры. Поздравляю, Вуду. Не забываем поражать лайк. Спасибо за то, что вы на стриме. В каком городе живешь? Архангельская область, маленький городок. Привет, Саша. Давно не был на стриме. Работы много, Руслан. Работа – это всегда хорошо. Главное, чтобы вы не слишком уставали. Ник Викрус. Это вот поэтому у меня блогинг о железе, а не о чем-то другом. Потому что я не хочу по поводу этого спорить. У меня слишком радикальное отношение ко многим вещам. Спасибо, успехов. И за наушники проводные ты прав, не успел. Окей. Redmi AirDots брать, Артем? Почему нет? Попробуйте. Пока я спать. Спасибо, да, мне тоже уже пора сына укладывать, поэтому спасибо большое за то, что были на стриме, потому что я уже не могу себе позволить с вами часами. Супруги нет, пора заканчивать стрим, иначе у меня сын завтра в школу не проснется. Спасибо, что все были. Давайте попрощаемся. Всем скажу до свидания. И спасибо еще раз за поздравления. Кому не жалко, прожали лайк. Кому жалко, не прожимаем лайк. Пишем в комментариях, кому что не нравится, кому что нравится. Мата на канале нет. Это основное, что нужно запомнить. И реклама других каналов или других площадок, или еще чего-то. Или товаров нет. Всего хорошего, Алекс. Спасибо. Варвар счастливо. Владислав счастливо. Ругжачек счастливо, Ронда счастливо, спасибо еще раз, Ронда. Я не забиваю на твои сообщения, просто не вижу, не все. Артем, спасибо, приятно было и с тобой пообщаться. Алексей, удачи, Мана счастливо, Энвилен, понятно, счастливо, Кот счастливо, Артем счастливо, Феникс, удачи, Липецкий бювет не покупай. Хорошо. Варвар, так, Артем еще раз счастливо, Виктор пока, Морда счастливо, Море. Питер, удачи, спасибо. Феникс, еще раз спасибо. Лонцик, не буду ругать Xiaomi. Давайте заканчивать. Спасибо, что были на стриме.